Доброе утро, коллеги. Меня зовут Даниил Подольский. Сегодня я ведущий первого единственного зала конференции Golang Live 2020. Сегодня второй день из 4 увлекательнейших дней. И первое, что я должен сделать, это сказать спасибо нашим партнерам. Это компании Юла, Ламода, МТС, Озон, Ситимобил, Авито и Флант. Благодаря компании Юла вчерашний день был бесплатным для всех. Для меня лично день был очень интересным и тяжелым одновременно. Самым светлым, самым легким во всем этом было вчерашнее автопати, а самым обидным за вчера было то, что я не смог послушать доклад об Unsafe, потому что в это время вел свой второй зал. Что я хочу вам сказать? Не забывайте заходить в наш телеграм-чат и задавать вопросы текстом. Не забывайте заходить в спешл-чат и общаться там между собой и с докладчиком, когда он там окажется. Вот. Не забывайте заглядывать на нашу выставку и заходить на стенды наших партнеров. Мы начинаем. Первый доклад сегодняшнего дня – шестиугольная архитектура для Go-разработчика. Доклад демонстрируется в записи, автор находится с нами в зале, и после доклада будет готов ответить на любые, какие захочет, ваши вопросы в Телеграме и спешл-чате. Итак, хексагональная архитектура для Go-разработчика. Константин Деревцов.
Доброе утро, коллеги. Меня зовут Даниил Подольский. Сегодня я ведущий первого и единственного зала конференции Golang Live 2020. Сегодня второй день из 4 прекрасных дней. Вчера для меня лично день был интересным, но трудным. Самым лучшим, самым легким событием вчерашнего дня была наша автопатия, а самым обидным событием вчерашнего дня стал доклад про Unsafe, который я пропустил, потому что вел свой зал. Сегодня, в первую очередь, я должен упомянуть наших партнеров, начиная с компании Golang, благодаря которой вчерашний день был бесплатен для всех посетителей, компании Ламода, которая выступала вчера дважды с интересными докладами, компании МТС, которая рассказывала нам вчера, как они разрабатывают у себя там в кровавом энтерпрайзе, компания Обзон, компания Синтимобил, компания Авито и компания Флант. Не забывайте, что у нас есть спешл-чат, где можно поговорить с нашими докладчиками, в основном после доклада, и друг с другом в любой тот момент, когда вам этого захочется. Не забывайте заходить в наш телеграм-чат и задавать вопросы по докладу. Вопросы, заданные в телеграм-чате, я озвучу сразу после доклада, и докладчик будет иметь возможность на них ответить. Не забывайте заходить на нашу выставку на сайте и посещать стенды партнеров. Там может случиться что-нибудь интересное, вроде того, что случалось там вчера. Спасибо, мы начинаем. Первым докладом сегодняшнего дня станет доклад про шестиугольную архитектуру для Go-разработчика.
Доклад демонстрируется в записи, автор находится с нами в зале, и после доклада будет готов ответить на все те ваши вопросы, на которые захочет. Итак, хексагональная архитектура для Go-разработчика. Константин Деревцов. Всем привет, меня зовут Костя, я разработчик в компании C-Badge, и сегодня я хотел бы представить доклад о гексагональной архитектуре. Для начала пару слов о структуре доклада. Для того, чтобы понять архитектуру, по моему мнению, не нужно начинать со схем, каких-то определений. Гораздо лучше начать с истории, рассмотреть предшественников гексагональной архитектуры, рассмотреть причины, по которым разработчики переходили от одного архитектурного стиля к другому и в итоге пришли к гексагональной архитектуре. Кроме того, я хочу проиллюстрировать сегодняшний доклад на примере приложения Wishlist. Это простое приложение, есть пользователи, у них есть желание, и наша задача приготовить endpoint по добавлению желания к какому-то пользователю. Итак, начнем. Первый архитектурный стиль, который мы разберем, это Big Ball of Mood. По сути, это на самом деле отсутствие архитектуры, то есть нету каких-то компонентов, нету связи между этими компонентами, у кода нету структуры, нету каких-то договоренностей, которые бы использовались при написании кода. Давайте посмотрим на слайд. Здесь у меня как раз представлен код вот этого endpoint по созданию желания. Что мы здесь делаем? Сначала мы достаем user ID и текст желания из реквеста, потом проверяем по базе данных, существует ли у нас в базе пользователь с таким ID-шником. Если не существует, отправляем респонс с ошибкой. Если существует, смотрим, сколько у этого пользователя уже есть желаний. Если больше 10, то опять же отправляем респонс с ошибкой. Это вот наш будет бизнес-инвариант, то, что желаний должно быть меньше 10. Ну, если, соответственно, меньше, тогда добавляем новое желание для него и отправляем успешный ответ. Другими словами, в этом коде у нас присутствует обработка реквеста, работа с базой данных, отправка и вообще создание респонса. Ну, а также здесь есть бизнес-логика. Получается такая ситуация, что в этом коде у нас низкоуровневые концепции, такими как работа с базой данных через драйвер, перемешаны с высокоуровневыми, например, с бизнес-логикой. Ну и, собственно, возникают проблемы. Такой код сложно читать, сложно рефакторить, и к нему невозможно написать юнит-тесты. Один из первых вариантов решения этой проблемы был шаблон многоуровневой архитектуры. По сути, это вот такой дедушка всех шаблонов, всех архитектурных шаблонов. Итак, по Эвансу. Разбейте сложную программу на уровне. Внутри каждого уровня разработайте связанную структуру, полагающуюся только на нижние уровни и зависящую только от них. Сосредоточьте весь код, относящийся к предметной области в одном уровне, изолируйте его от кода интерфейса пользователя, прикладных операций и инфраструктуры. Визуально это выглядит как-то так. То есть мы взяли весь наш код и разложили его по 4 уровням. Какие-то уровни. На самом верху у нас находится уровень пользовательского интерфейса. Ну, я не буду о нем много говорить, потому что он как бы был более актуален во времена сервер-сайд рендеринга, а сейчас он, можно сказать, выродился. То есть сейчас это вот какая-то подготовка JSON для фронтенда, например. Ниже идет прикладной уровень. Он описывает use case или сценарий использования нашего приложения. И фактически он представляет собой некоторое API для нижележащих уровней, в частности, доменного уровня. Доменный уровень – это как раз описание всей нашей логики предметной области. Здесь находятся всеми любимые и нелюбимые паттерны, такие как сущность,
агрегат, события, value объекты, доменные сервисы, репозитории и так далее. Ну и в самом низу инфраструктурный уровень у нас находится. Его задача инкапсулировать работу с внешними сервисами, либо со сторонними библиотеками. У этой архитектуры есть одно важное правило. Компоненты каждого уровня могут связываться только с другими компонентами этого уровня или с нижележащими уровнями. Почему так? Ну, если бы мы разрешили хаотичные связи между компонентами двух разных уровней, то рано или поздно мы бы получили циклические связи между компонентами. При большом количестве таких циклических связей, если мы возьмем какой-то компонент, посмотрим на его граф зависимостей, мы увидим, что он огромный, и в итоге наш код из-за этого становится очень хрупкий, потому что изменения в одном месте аффектят совсем другое место, на совсем другом уровне, в совсем другой компоненте, где мы, в общем-то, и не ожидали получить изменения. Ну, естественно, это плохо, и вот именно поэтому есть такое правило по поводу однонаправленных связей. Давайте разберем поподробнее сами уровни. Начнем с прикладного. Как я уже говорил, он состоит из сценариев использования. Сценарии использования описаны в виде так называемых сервисов прикладного уровня. Вот здесь вот у меня на слайде как раз пример такого сервиса. Это функция createWish, которая описывает сценарий использования «создать желание». Фактически здесь такой вот шаблонный код для сервиса прикладного уровня. Это достать агрегат из репозитория и вызвать у этого агрегата метод. Ну, в общем-то, и все. То есть какой-то бизнес-логики здесь не содержится, а сам код является всего лишь клиентом для нижележащих уровней. Точнее, ну да. Итого получается, что этот уровень используется только как вот такой вот API для доменного уровня. Ну и в нем еще могут иногда находиться код, отвечающий за безопасность, например. То есть какие-то авторизационные правила здесь могут находиться. Итак, идем дальше. Доменный уровень. В примере нашего приложения он пока что состоит из сущности wish и фабричной функции newWish. Совсем небольшой. Ну и инфраструктурный уровень состоит из некоторого компонента user storage, который отвечает за хранение агрегата user, и самого агрегата user с методом append_wish, который непосредственно содержит бизнес-логику. Но я думаю, вы уже заметили, что здесь есть небольшая проблема, а на самом деле проблема довольно большая и важная. То, что в инфраструктуру каким-то образом проник агрегат user. Хотя на самом деле очевидно его место в домене, потому что он является доменной сущностью и содержит в себе бизнес-логику. Почему он в инфраструктуре? Ну, из-за того, что компонент user storage использует вот этого юзера, а как мы уже знаем, есть правило, по которому инфраструктурные компоненты, так как они лежат ниже доменного слоя, они не могут использовать компоненты из доменного слоя. Поэтому мы не можем разместить юзер в домене, и юзер, соответственно, находится у нас в инфраструктуре. Ну, это проблема, и надо ее решать. И следующий архитектурный паттерн – это как раз решение этой проблемы многоуровневая архитектура плюс DIP, то есть плюс принцип инверсии зависимостей. Что это за принцип? Модули высокого уровня не должны зависеть от модулей низкого уровня, модули обоих видов должны зависеть от абстракции. Высокоуровневые модули – это как раз наш доменный уровень, то есть они находятся в домене. А низкоуровневые модули – это инфраструктурный уровень. Абстракции не должны зависеть от деталей, детали должны зависеть от абстракции. Ну, опять же, как мы уже выяснили, абстракция у нас находится в домене, соответственно, домен не должен зависеть от деталей, а детали находятся в инфраструктуре. То есть домен не должен зависеть от инфраструктуры. Ну, а инфраструктура как раз должна зависеть от домена. Итак, как у нас изменилась архитектура визуально? Ну, мы просто взяли и перенесли инфраструктурный уровень наверх. Остальные уровни у нас остались неизменные в неизменном порядке.
Давайте посмотрим, какие изменения произошли в коде. Начнем с прикладного уровня. Здесь изменений у нас почти нет. Мы все так же достаем агрегат из репозитория, вызываем метод, и, собственно, все. Единственное, что вы могли заметить, репозиторий у нас теперь находится не в уровне инфраструктуры, а он у нас перешел на уровень домена. Давайте рассмотрим, что теперь на уровне домена. Так было. Ну и теперь у нас такой довольно жирный уровень домена, чего мы, в принципе, и добивались. У нас здесь есть user репозиторий. Это интерфейс, который как раз описывает вот этот компонент, который отвечает за хранение пользователя. Дальше у нас есть агрегат user с методом append_wish, который сохраняет бизнес-инвариант. Отлично, у нас бизнес-инварианты описаны на доменном уровне, то, что надо. Ну и все так же осталась сущность wish и фабричная функция newWish. Давайте рассмотрим инфраструктурный уровень. А он у нас наоборот похудел, и теперь здесь только содержится компонент PG User Repository, который как раз является имплементацией интерфейса User Repository, который находится на доменном уровне. Имплементируем мы его конкретно здесь с использованием драйвера PGX. Окей, мы применили к многоуровневой архитектуре принцип DEEP, вроде все круто. Но если так немного разобраться, то можно заметить, что принцип DEEP мы на самом деле применили не ко всей архитектуре, а только к двум уровням, к доменному и инфраструктурному. Остальные мы вроде как и не трогали. И вот на самом деле из вот таких вот измышлений и вышла гексагональная архитектура как попытка сделать многоуровневую архитектуру более симметричной. Фактически гексагональная архитектура использует все те же компоненты, слои, но смотрит на все это немного под другим углом и вводит новые определения. Давайте рассмотрим визуальную схему гексагональной архитектуры. Она, очевидно, представляет собой гексагон. У этого гексагона есть внутренняя область и внешняя. И вне гексагона находится весь остальной мир с его сервисами, базами данных, облаками, очередями и так далее. Во внутренней области у нас находится модель предметной области, другими словами, доменный уровень, который мы рассматривали до этого. И он оборачивается в приложение, то есть в уровень приложения, который мы тоже рассматриваем. На гранях вот этого внутреннего приложения, внутреннего гексагона, у нас находятся порты. У порта нет четкого определения. Но, как мы можем понять, в принципе, его задача либо отправить информацию внутрь к модели предметной области, к доменному уровню, либо, наоборот, эту информацию куда-то вовне отправить. Ну и, соответственно, для модели предметной области портами будут являться сервисы уровня приложения, о которых мы уже говорили. То есть некий API для Получается, у нас как бы на гранях внутреннего гексагона располагается некий API к нашему внутреннему приложению. Ну и во внешнем гексагоне у нас находятся адаптеры. Задача адаптировать адаптера, исходя из названия, адаптировать информацию от внешнего мира и пустить ее в порт, либо наоборот адаптировать информацию, полученную от порта, то есть от внутреннего приложения, пустить ее во внешний мир. Давайте повторим еще раз. Адаптер преобразует входную информацию от клиента в данные понятные для API приложения, и адаптер преобразует результат работы приложения в данные понятные другим сервисам. Гексагональная архитектура делит систему на внутреннюю и внешнюю. Вот здесь я написал примеры портов и адаптеров, давайте разберем их. Первый пример – это интерфейс User Repository, который находится в доменном уровне. Адаптером для него будет служить реализация вот этого интерфейса для конкретной базы данных или, возможно, какая-то in-memory реализация, которая поместит данные в оперативную память. Например, здесь адаптером будет реализация PG User Repository.
Следующий пример порта – это сервис уровня приложения Create Wish, который описывает вот этот наш use case по созданию желаний. Адаптером для него будет HTTP-хендлер, RabbitMQ Consumer, ну, то есть что-то, задача чего адаптировать информацию, ну, запрос от какого-то клиента, от HTTP, там, от MQP клиента, неважно, в принципе, от какого клиента и по какому протоколу, адаптировать эти данные в данные, понятные сервис уровня приложения Create Wish. Ну и третий пример порта. Я, в принципе, в коде его не приводил. Ну, давайте представим, что нам необходимо при создании желания отправлять куда-то нотификацию о том, что желание создано. И на уровне домена мы создали интерфейс Notifier. Это будет наш порт. А адаптером для него во внешнем уровне, в инфраструктурном, будет некий Gmail Notifier, например, или SMS Notifier. То есть какая-то конкретная реализация этого интерфейса, использующий конкретный транспорт. Итого, какой профит мы получаем от гексагональной архитектуры? Такую архитектуру проще тестировать. Ну, так как мы выделили порты и адаптеры, мы из коробки получаем такое свойство, что адаптеры, они как бы могут быть для сервисов реального мира, то есть для каких-то баз данных, облаков и так далее, так и для каких-то тестовых сервисов, то есть, ну, адаптер может быть моком, грубо говоря. И когда нам нужно написать юнит-тест и замокать базу данных, мы просто делаем моковый адаптер для какого-то репозитория, например, и пишем юнит-тест без использования внешних зависимостей. Проще рефакторить. Так как мы выделили код предметной области отдельно, мы сделали отдельно для него API. Инфраструктурные вещи мы также положили в отдельный слой. И при этом еще все зависимости у нас однонаправленные получились. Все эти свойства, они очень помогают при рефакторинге, на самом деле. Проще заменять компоненты. Опять же, это свойство следует из того, что мы выделили порты и адаптеры. И если вот, например, рассмотреть довольно частый use case, когда наше приложение работало по HTTP, и у нашего приложения появился новый клиент, который будет общаться с нами по gRPC, чтобы вот этот вот gRPC-компонент подтянуть к нам, мы просто делаем соответствующий адаптер, gRPC-адаптер, при этом не изменяя логику внутреннего приложения, не трогая ее. Проще разрабатывать, но это не точно. Почему проще разрабатывать с одной стороны? Ну, мы можем поделить разработку на этапы. Мы можем разработать полностью внутреннее приложение, описать всю бизнес-логику, полученную там от доменных экспертов, от аналитиков, и покрыть это внутреннее приложение юнит-тестами. Тем самым мы будем полностью уверены, что мы описали приложение правильно, и при этом мы даже не знаем, какие у нас будут клиенты, с какими базами мы будем работать. То есть это мы отложим на потом, когда будем делать внешнее приложение. С другой стороны, такой подход требует определенной квалификации от разработчиков. Кроме того, наверное, даже большая проблема в том, что когда приходит новый разработчик в команду, его надо во все это погружать, это все требует времени и сил. Какие показания и противопоказания к применению гексагональной архитектуры я могу выделить? Ну, первое из показаний – это богатая доменная логика. Тут логика простая. Чем у нас домен богаче, чем бизнес-логики больше, тем больше и профита, соответственно, от выделения этой логики в отдельный слой. Юниты, функциональное тестирование. Ну, об этом мы уже говорили, я повторяться не буду. То есть очевидно, что гексагональная архитектура из коробки содержит в себе удобные механизмы для написания юнит и функциональных тестов. Постоянно растущая кодовая база. Так как у нас весь код мы разложили по полочкам,
мы четко знаем, что вот сюда мы пишем инфраструктуру, вот здесь вот у нас бизнес-логика, здесь API к ней удобный. Соответственно, при внесении изменений мы тоже знаем, куда пойти, скажем так, куда эти изменения внести. И еще из-за того, что у нас однонаправленные связи, мы не боимся заэффектить какие-то неожиданные места нашего приложения. Это все способствует тому, что нам, в принципе, намного более удобно вносить изменения в нашу кодовую базу. Ну и микросервисы. Почему микросервисы? Когда мы пишем микросервисы, мы используем много таких штук, типа трейсинг, там, рейт-лимитеры, циркут-брейкеры, какие-то логирования и так далее. В общем, много таких инфраструктурных вещей, которые мы не хотели бы их смешивать с бизнес-логикой. Мы хотели бы их держать отдельно, чтобы можно было их отдельно настроить и не аффектить бизнес-логику. И бизнес-логику, соответственно, мы хотели бы держать отдельно. Гексагональная архитектура как раз об этом. Итак, а какие противопоказания? Ну, первое – это CRUD – Create, Read, Update, Delete. Скажем так, если ваше приложение простое настолько, что его можно сгенерировать какими-то инструментами, то, ну, наверное, стоит так и генерировать. То есть не стоит тащить лишнюю сложность. Прототип. Когда мы разрабатываем прототипы, очевидно, у нас в приоритете стоит скорость разработки. А гексагональная архитектура, она все-таки имеет некоторое количество boilerplate кода, такого, то есть шаблонного кода, и тратится на ее разработку больше времени, соответственно. Ну и для прототипа это, наверное, будет некий оверкилл. Мелкие приложения, скрипты и тому подобное. Здесь на самом деле те же соображения, что и по поводу прототипа. То есть просто гексагональная архитектура будет оверкиллом для простых ситуаций. Ну, а теперь поговорим о гексагональной архитектуре немного в контексте Go. На самом деле есть два способа имплементировать эту архитектуру. Первый – это написать все самому руками просто. Ну, на самом деле отличный способ. И второй – это взять фреймворк GoTit. Что это за фреймворк? По сути, это набор библиотек для создания внешней части системы, то есть внешнего гексагона, и также набор библиотек для создания портов, то есть портов к внутренней части системы. Здесь на схеме вот у меня представлена все так же схема гексагональной архитектуры, и зеленым я выделил те места, которые помогают нам имплементировать GoTit. В первую очередь это обратите внимание на грани внутреннего приложения. Как я уже говорил, на гранях у нас находятся порты, которые ведут к внутреннему приложению, по сути, являясь его API. Так вот, в терминах GoTit эти порты называются эндпоинтами. Ну и все так же у нас есть внешнее приложение, в нем есть адаптер, и адаптеры я тоже выделил зеленым цветом, то есть GoTit позволяет нам создать адаптер. Давайте посмотрим, как это в принципе происходит. Начнем с эндпоинтов. Здесь представлен код создания эндпоинта с использованием GoTit. Основная полезная нагрузка кодовая осталась все той же. То есть мы берем репозиторий, достаем агрегат юзера и вызываем метод. Добавились реквесты и респонсы. По сути, это просто структуры, которые инкапсулируют входные и выходные параметры. То есть, можно сказать, это реквесты и респонсы уровня приложения, внутреннего приложения. А теперь рассмотрим, как у нас создаются адаптеры. Адаптеры создаются в таком декларативном стиле, то есть мы описываем, что у нас должно быть на выходе, из каких компонентов этот выход должен состоять, а GoTit уже все это склеит вместе. Сначала мы описываем, соответственно, порт, то есть endpoint, который мы будем адаптировать. На этом примере я endpoint обернул в middleware, какой-то aus middleware, то есть какой-то авторизационный middleware у нас есть. Далее мы описываем
передаем на вход конструктору адаптера две функции: декодер реквеста и энкодер респонса. Задача декодера реквеста принять реквест от внешнего мира, например, HTTP реквест или MQP какой-то реквест, и преобразовать его в реквест, понятный нашему endpoint, нашему порту. А задача энкодера – взять респонс, полученный от порта, и преобразовать, соответственно, в респонс для внешнего мира. Ну и финально мы передаем ему передаем конструктору адаптеров некоторый набор опций. Здесь я для примера использовал какую-то опцию в виде кастомного обработчика, устанавливаю свой кастомный обработчик ошибок. Ну, как раз сюда можно добавить какие-то rate-лимитеры, там, какую-то трассировку и так далее. Ну и на выходе мы получаем готовый адаптер. В данном примере я тут создал два адаптера, один для HTTP, а второй для MQP. Ну и последнее, о чем я хотел бы рассказать, это о упомянутой ранее проблеме boilerplate кода. О каком boilerplate коде идет речь? Вот как раз о том, о котором я говорил на предыдущем слайде. Нам нужны реквесты и респонсы для внутреннего и для внешнего слоя. Кроме того, нам нужен код маппинга одних реквестов на другие, одних респонсов на другие. Это, зачастую это полностью шаблонный и простой код, и его довольно утомительно бывает писать руками. Соответственно, в Готике есть способ руками его не писать, а использовать кодогенерацию. Кодогенераторов есть довольно много, конкретно для Готита. Но мне как-то больше всего нравятся вот эти два. Первый TitGen – это кодогенератор, находящийся в репозитории с Готитом, и он генерирует шаблонный код на основе доменной модели. А кодогенератор Trace, он как бы идет от обратного и генерирует шаблонный код на основе уже таких инфраструктурных вещей, например, протофайла. Какой из этих генераторов брать, решать, естественно, вам. Но я бы сказал, что если вы заинтересованы в долговременном использовании Готита, то, наверное, не стоит их брать там, первые пару проектов, а стоит писать все руками самому. Как бы вы поймете эту боль, и заодно вы больше поймете о внутренностях Готита, о принципах его работы, что будет, несомненно, полезно. На этом все. Спасибо за внимание. Жду ваших вопросов. Спасибо, Константин. Очень интересный доклад. У меня есть вопрос практического свойства. Пожалуйста. Довольно часто мы наблюдаем, как наше приложение превращается в комок грязи прямо на глазах. Мой личный рекорд, который вот я сам своими руками сделал это, за 1,5 месяца я превратил приложение в неподдерживаемый, неразвиваемый кусок программного кода. В командном зачете мы однажды справились за 3 месяца. Это, конечно, не был Go, потому что, то есть это был Perl, но шестиугольная архитектура, в общем-то, не специфична для Go. Так вот, что делать? Во-первых, что делать, когда ты видишь, как начинает твое приложение, как открывается портал в Inferno? Во-первых, так если подумать, а почему, собственно, приложение превращается в комок грязи? Зачастую можно услышать вот такую вещь, говорят, абстракции текут. То есть в какой-то момент мы забиваем на наш красивый там доменный слой, на то, как мы выделили инфраструктуру, и у нас случается протечка инфраструктуры в домен обычно, одних слоев в другие. Там на самом деле не суть важно. Важно то, что абстракции у нас начинаются перемешиваться, мы начинаем выбирать путь, который не подходит нашей стратегии, которая была изначально. Собственно, почему они текут, из-за чего?
Ну, я бы выделил две вещи. Первое – это человеческий фактор, второе – это инструменты. Человеческий фактор. Что это значит? Ну, когда мы пишем по DDD или там, по гексагональной архитектуре, у нас есть некоторый набор договоренностей обычно. И вот эти договоренности, они, ну, как бы могут чисто на уровне дисциплины поддерживаться. Если приходит новый разработчик, либо какой-то из старых разработчиков, в какой-то момент, ну, может просто надоесть писать по-правильному, грубо говоря. И человек начинает придумывать свои какие-то вещи, которые в итоге приводят к тому, что абстракции текут. И второй момент – это инструменты. Ну, как бы не секрет, что есть языки, которые лучше подходят для выделения там доменной области, для написания бизнес-логики. Есть языки, которые чуть хуже подходят. Go, например, обычно относят ко второму типу. В принципе, о чем я говорю, вот на примере. Если мы пишем доменную область, нам очень важно сохранять бизнес-инвариант, так называемый. Бизнес-инвариант – это когда вот бизнес говорит так и по-другому быть не может. Например, у нас есть заказ, и сумма заказа должна быть равна сумме всех его составляющих. Вот то, что я сейчас сказал, это, соответственно, бизнес-инвариант. Так вот, в Go можем ли мы такой бизнес-инвариант поддерживать? Если мы рассуждаем на уровне одного пакета, то, к сожалению, нет, потому что у нас нету приватных полей относительно области видимости структур, например. Если мы говорим о взаимодействии пакетов, то в этом случае мы уже можем поддерживать бизнес-инвариант. Поэтому вот относительно Go это вот такой инструмент, где надо быть осторожным, и иногда, если не осторожничать, то он может поставить палку в колесо, скажем так. Иногда, да, приходится одну единственную структурку уносить в отдельный пакет только для того, чтобы запретить прямой доступ к ее полям. Да, так бывает. Да. Ну и, соответственно, что делать? Да. Выбирать хорошие инструменты, выбирать хороших разработчиков, напоминать им об этом. Нормально делай, нормально будет, да. Ну да, это универсальный ответ, но я думаю, он тут подходит. Ну, он, да, куда угодно подходит. Я вот в процессе ответа понял, что на самом деле проблема-то еще жестче. Я посвятил 5 лет жизни стартапам. Стартап строится обычно совсем не от бизнес-логики. Обычно к тому моменту, как мы начинаем строить стартап, никакой бизнес-логики еще на свете не существует, существует только идея, и мы должны как можно быстрее написать код, чтобы эту бизнес-идею проверить, и сама бизнес-логика будет появляться в процессе реализации бизнес-идеи. То есть мы начинаем строить приложение совершенно с другого конца. Мы начинаем строить его с той картинки, которая будет видна в современном мире в браузере. Как в этой ситуации строить хексагональную архитектуру, если мы начинаем с наружных слоев? От внутренних понятно, как делать нормально. А как, если мы начинаем с наружных? Ну, действительно, такая проблема есть, но она, наверное, больше к монолиту относится, к монолитным приложениям, где мы не можем все выкинуть и переписать по новой. А если мы как бы существуем в мире микросервисов, то это вот это нам поможет. То есть у нас есть небольшие единицы работы, мы можем их подменять, заменять и переписывать без больших каких-то затрат на самом деле. Это хороший момент, но каждый раз, даже когда я сам изобретаю микросервисную архитектуру, она очень быстро, я не уверен, что это имеет отношение, это часть вопроса, не уверен, что это имеет отношение к шестиугольной архитектуре, но каждый раз, когда я пытаюсь создать микросервисную архитектуру, у меня в первой итерации выходит распределенный монолит. Когда компоненты связаны между собой так же жестко, как в монолите, но при этом они еще зачем-то распиханы по разным процессам и разным машинам в кластере. Во-первых,
шестиугольная архитектура поможет ли нам справиться с таким сползанием в распределенный монолит? И, во-вторых, и вообще пересекается ли проблема распределенного монолита с шестиугольной архитектурой? Ну, на самом деле, не слишком пересекается. Наоборот, распределенный монолит предполагает, что его не так уж сложно распилить на микросервисы. То есть логически, получается, он уже Это же не так. если распилен. Это же не так. Это же кошмар, да? Когда у меня есть API, и он реализован, какая разница для монолита? Реализован он у меня через gRPC или он у меня реализован через внутренние вызовы? Я все равно, если у меня сильная связанность, то у меня сильная связанность. Если у меня пяток микросервисов надо задеплоить, чтобы одну единственную бизнес-фичу выкатить, значит, у меня распределенный монолит. Ну, если у вас сильная связанность, это уже, к сожалению, не проблема гексагональной архитектуры, это там проблема принципов GRASP и так далее. Гексагональная архитектура, она все-таки больше о связях между вот слоями, компонентами, внутренним и внешним приложением, чем о том, как компоненты связаны внутри слоев между собой. А тут же как раз проблема монолита в том, что компоненты доменного уровня, они все там перемешаны, связаны. Ну и всех прочих уровней тоже. И эту связь сложно разбить, получается. Ну, что вот мне кажется, что можно было бы попробовать? Можно было бы попробовать, во-первых, следить за тем, чтобы область ответственности одного микросервиса никогда не пересекала границу шестиугольника своего. И возможно, чтобы не выбиралось из своего угла. Да, но это уже вопрос проектирования более высокого уровня. Тут уже идет вопрос о доменных контекстах, как правильно мы их разбили, как мы всю эту правильную логику разложили на самом верхнем уровне, получается. Да. Гексагональная архитектура, она больше как бы уже вот когда мы разбили, по контекстам выделили у этих контекстов языки, разложили эти контексты по полочкам, какие относятся к бизнес-ядру, какие у нас там чисто за авторизацию отвечают и все такие вещи. И вот когда мы уже их хотим реализовать, тогда мы уже берем гексагональную архитектуру и как-то эти микросервисы делаем на его основе. Вопрос из зала. Не кажется ли вам, что шестигональная архитектура – это натягивание совы на глобус в случае Go? Не лучше ли чистая архитектура от дядюшки Боба? Я не уверен, кстати, что они конфликтуют. Они совсем не конфликтуют. На самом деле чистая, луковая, гексагональная – это все такие подвиды многоуровневой плюс дип архитектуры, точнее архитектуры, которые вышли из нее. Тут больше разница, куда смотрят эти архитектуры. Чистая архитектура, там луковая, они больше смотрят внутрь, как бы внутрь слоев, что-то внутри слоях, там как у нас репозитории должны быть, там как агрегаты выделить и так далее. А вот гексагональная, она наоборот. Больше о взаимодействии между слоями, и поэтому ее второе как бы название, и зачастую более популярное, это архитектура портов и адаптеров. То есть она о портах и адаптерах на самом деле. Длинный вопрос из зала, я его зачитаю. Ага. Так, коллеги, простите меня, пожалуйста, я так увлекся собственными вопросами к докладчику, что не успел прочесть ваши. Пожалуйста, сейчас докладчик перейдет в спешл-чат и ответит там на ваши вопросы. Я не успел прочесть как минимум 3 вопроса из чата. Извините меня, пожалуйста, и отправляйтесь с докладчиком в спешл-чат. Константин, спасибо. Да, пожалуйста. Всего хорошего. Так, а мы с вами встретимся после небольшого перерыва. Прямо сейчас я должен поблагодарить в очередной раз нашего генерального спонсора компании Юла, сервис объявлений, входящий в состав Mail.ru Group и обслуживаемый сотни серверов в нескольких дата-центрах. Ежемесячно Юла помогает более 27 миллионам пользователей
продавать и покупать товары онлайн, стремясь сделать процесс взаимодействия максимально выгодным и комфортным для обеих сторон. Под капотом Юлы полный стек технологий. Основа бэкэнда и API реализована на PHP и Go. Для управления данными и хранения используется свой поисковый движок с персональными рекомендациями и геопоиском. Движок написан на C++. В следующий раз мы с вами встречаемся через 10. Прямо сейчас. Да. В следующий раз мы встречаемся с вами через 10 минут.
Так, коллеги, мы продолжаем наш эфир. Для начала посетите нашу выставку и стенды наших партнеров. На стенде «Озон» не пропустите викторину «Колесо фортуны» с вопросами от наших инженеров. От инженеров Озонов, соответственно. Самым удачливым и сообразительным подарим сертификаты на покупку в Озон. Итоги подведем 17 октября в 3 часа дня. Приходите проверить ловкость рук в игре наших партнеров Авито Тех и выигрывайте бомбический приз. Ссылка есть на выставке на сайте, на стенде Авито. На стенде Ситимобил вас ждет интересный квиз. Обязательно заходите поучаствовать на нашу онлайн-выставку. Сможете ли вы написать свой микросервис? Проверьте свои силы в квесте Ламода, где от каждого принятого вами решения будет зависеть результат. Очень жаль, кстати, что у меня нет времени заглянуть и этот квиз пройти, но я занят ведением зала. Среди всех участников разыгрывают главный приз – электросамокат. А если хотите пообщаться с инженерами Ламода, то приходите послушать их мини-доклады. Подробное расписание смотрите на стенде. И наш следующий доклад – доклад о применении языков, специфических для предметной области, коротко Domain Specific Languages. Доклад от Пьюш Верма. Доклад демонстрируется в записи на английском языке, автор в зале с нами, и по окончании доклада точно так же, как и предыдущий докладчик, ответит на все мои вопросы и те ваши вопросы, которые я успею прочесть из чата. На самом деле можно не стесняться и задавать много вопросов. Мы заложили на этот доклад достаточно много времени в расписании. Итак, Building Domain-Specific Context using DSLs in Golang. Piyush Verma. Yeah. I want to talk about domain-specific languages today. If I had a question for you and it said, what is the most expressive language? More often than not, the answer that you'll give me is the mother tongue. Well, because we've grown up with that language and that's what we speak in. What is the most effective language of communication? Well, one that allows us to express. Before I take the details of how do languages become expressive and effective, I want to take a journey of how do languages actually evolve. Here's a picture. It is probably, you can guess, it's a cave. There is a hunter, there are animals. But the bigger question here is, what did you see? Do you see art or do you see data? It's one of the most confusing questions that has to be answered. What came first? Was it a need of expression or was it a need of communication? Or one led to the other, one would never know. The interesting bit here is when I show you this photograph, you can interpret it the way you like it. I may be seeing something that, hey, this is a zoo. You may be seeing something that, hey, this is a wildlife sanctuary. Somebody may be looking at this that, hey, this is interspecies communication. The interpretations could be far too many. The interesting thing here is when you look at certain pictures, and these pictures over the years have become meaningful things to us. An ox became A in Roman. Point being, you add interpretation rules and data starts to mean something. You know, it means to begin something because image was just a data. I could have interpreted it the way I liked it. You added certain rules to it, and now whether I read it or you read it or somebody else reads it, they're going to read the same thing. This is still at the character, at the image level. You combine all of these characters, these pictures together, and becomes a grammar. So what you're doing is you're defining grammar where data becomes now knowledge. A piece of text which was written 100 years ago, I read it, you read it, anybody in any country reads it, civilizations ahead of us are going to read it, they will get the exact same meaning. A quick brown fox jumped over the lazy dog. This means the exact same thing because there's a grammar to it. There are rules of reading it. And what it has done is it allows to carry that communication forward. So fair to say what language is.
A language is a tool for domain curators. One may write poetry with it, one may write drama with it, one may write emails with it, or chat with it, or advertisement with it. It allows these domain curators to create content which is consumed by others. Even when I'm chatting, it's content. This slide, this is content which is being consumed. How does this content evolve? There is an advertisement here. This is a message to the millennials, a Chevrolet advertisement. All of these are pictures. They're no different from the pictures that I showed you at the first, the caveman picture. And the one who could interpret this, interpreted this. You and I probably can't interpret this. I can't. This probably would be 30 paragraphs, which I can't even debug right now. Case in point being that domain experts do not speak natural languages. As languages evolve, there's a natural tendency towards eliminating the amount of message overhead and getting to the point in a manner which is as crisp as this. This otherwise would have been like 5 paragraphs, but has been concised into a smaller, just a few characters of emoticons. So the whole journey from this till this is what I'm here to tell you. Why am I telling you all this? It's a bigger question. I'm Piyush Verma. I am CTO at lastname.io. We are a site reliability engineering platform, and we process events. We process lots and lots of kind of events from lots and lots of sources. Like I showed you the photo, I'm going to show you something else. What do you see when you look at this? Do you see art? Certainly not. Or do you see data? It's data. But what part of that data is important? Well, there is an event time which is important, a source IP address which is important, and then somewhere down there is hidden this instance ID which is important. These are rules of interpretation. When I look at the same data, I add these rules and it starts to mean something. You define a grammar or a parser and data starts becoming knowledge. And this is where we start introducing code. This is why, it's a Golang conference. This is why we start talking about what codes do. How will we do this? Well, a very simplistic function would look like, hey, there's a function which is called parse event. It accepts a bunch of bytes and it returns an event type. Inside of this, we will be defining a rules of, hey, read X, look for key Y, look for key Z, and then emit what an event should be. An event is what is homogeneous to the system, but what is coming in could be wide variety. We add more event types to it. I just showed you one event type. There could be many such. Well, there's a start instance, there's a stop instance, there's an update instance, add user to group 4, and there are 62 other such instances. Conditional blocks we've been taught is not the right way to go about it. So some of us will say that fine, well, let's do a switch case. But 62 switch case, switch pollution is probably going to look something like this. Switch D event type, case this, case this, case that, 62 times. This is an ugly piece of code, which is still okay. I may still go ahead with it and say that fine, it does the job. But what about if I have to now start adding different source types? I was just talking about AWS right now. Now I'm adding to it, there is Kubernetes events as well. How will I do this? Will I do another switch, which is I introduce a provider and I say that, hey, now the provider will do a switch. If it's of type CloudTrail, we do something. If it's of type K8s, we do something. This is resulting in a lot of switch pollution, right? Or I would say, well, Golang allows a beautiful way of interfaces. We should do that. We should declare a type provider with an interface which has a parse event, and anybody who does it. Now, inside of those parse events, there are still going to be nested blocks. I didn't really solve the problem. I just moved it to another piece of the code. It still remains. I still need to do a switch on a type because now I need to get the right type. So there'll be an if-else condition or a switch condition, same thing. Inside the parse, I may have another 62 types. Kubernetes also had around 28 types of events. This is all conditional block. While we're writing this in Go, one may very well raise a doubt that, look, this is not what it's designed for. You need functional programming. Well, we could, but this is where I want to introduce something very interesting. Now, this is called an expression problem. An expression problem is
a way of defining expressibility of a computer language. Just like we had expression for a human language, we have expression problem, which is the expressibility of a computer language as well. It simply states, can one add new cases? By new cases, we mean new types. It applies almost 1:1 to our case because CloudTrail is a type. Then we have Kubernetes, that's a type, and we have a bunch of other things as well. And be able to add new functions as well, where each function is typically just an event type here, without recompiling existing code and while retaining type safety. That is no cast here. That's a small print there which says no casting. When we move around these interfaces and we actually do inference, we are technically breaking this rule. So if you come to think of it at an expression problem, adding functions is very easy in function languages. There are types which are already defined. I can keep adding new functions to it. It's fairly easy, but adding types is not. On the other hand, on object-oriented languages, adding functions is not easy, but adding types is. You want to take a moment to grasp this. There's also a link in my slide, so you can actually read the paper. It's fairly straightforward and a worthy read. What we're saying here is, you got a base class, and you want to add new types which are derived from it. There's a car, and you have a Mazda, you have a Mitsubishi, you have a BMW. These are just new types of it. Fairly easy. But if you add something in the base class, either it's going to impact everything downstream, or everybody else has to know and change the code. This overhead of having to maintain so much code, and remember, we've started digressing into discussing languages here. All we wanted to do to begin was parse events, build an event parser. Our team has a bunch of domain experts who know AWS. They just want to extract that knowledge and build a system. They didn't want to go through this entire chain of, look, I got a JSON, I got a database. I want to get from point A to point B the fastest. There's another paper I want to point out here, which is called No Silver Bullet, which defines accidental complexity versus essential complexity. Accidental complexity is the overhead that code has to incur or programmers have to incur while solving a problem. Essential complexity is what your code has to go through. If you have to do 30 things, it's essential complexity. You can't get away from it. Accidental complexity is, if I gave you a language and I removed the for loop from it, you will have to write that code 30 times. And it's almost inevitable that you will not introduce bugs in it. That's accidental complexity. As languages evolve, the reason why we keep adding standard libs, we keep adding functions, higher order functions, we keep adding the utilities. The reason is that we want to eliminate accidental complexity. We want to do a print, it should just do a print. I should not go through the byte array emission to a device, then I find it, then I connect via a driver and then do it. It's a waste of time. It's complexity that is going to result in bugs. Point we're making is more events is equal to new codes. More code is equal to new bugs. It's very straightforward. And again, getting back to the same part, domain experts don't speak natural languages. They speak a shorthand jargon. They just wanted, because when I show them on outside of a computer, hey, this is an event, they can point out to me that, hey, look, you want this, you want that, you want this field, you also want the IP address, you want the security group name, and all of these are important. But if the same has to be implemented, they need to go through a lot of code. To solve this, well, we said we'll introduce a DSL, a domain-specific language, which accepts configurations to parse events. And trust me, it is just 150 lines of code. Here's an event that parser. What we do here is we declared these keywords called edges. Now, edges is actually an array definition. What it does is it actually looks for these fields. So timestamp comes from a field called attached time in the JSON. Wherever it finds attached time, it will get inserted into the field called timestamp. And there's an equal to, which is a static string. So somebody wanted to provide a static string to it. So they just write a configuration which says equal to, and that gets associated. I want to take another example of look at create load balancer, parsing that. Same thing. Now we're going to add properties to it.
We want to add a property called DNS name. What is the value of DNS name? Look for anything called data. Inside data, look for a field called DNS name and provide that. Fairly straightforward. What is the label? Is a static string called DLB. What are we achieving with this? We are not creating a new build of our program or a binary every time we have a new event to add. Earlier, it was taking us a month for just onboarding 5 events. And those 5 months were full of regret and regressions. Now what it takes us is it took 7 days, all of 7 days, to add 55 new events, and which includes testing. Another important question here is that why did we write JSON? So why did we not pick up any other language? The reason for JSON is beautifully computer generated. A lot of people actually, we saw that they started generating this JSON as well, which makes it easy because they wanted some repeat pattern. They saw that, okay, look, there's a JSON, I can just generate it. The JSON is fed to a system without recompiling to an existing system. They get their data and job done. But did this DSL exist on day one? As we said, languages evolve, DSLs also evolve. And DSLs evolve again by the same goal of improving expressibility. The first thing that we think of, if you go back and if you recollect, what we didn't have there is any ability to add loops. So our DSL should also have the ability to add loops, because not having loops is one of the biggest limitations that people saw, that look, this is highly inexpressible because I cannot run an iteration over a similar looking pattern. We introduce for and do as the top level constructs, where what we say is for anything that came in response.items star, do this block. And the small resolution operator means that I have to look for this key, not at the top level, but inside the block. We go in, we find the source IP inside the block. Now inside this, I need to run another block because there's a nested array there. So we run another for loop where the key, where the iteration is happening over the tag set.items. And the key is now a double resolution operator. It didn't take us too much. People just picked this up. It became natural. And we could eliminate a lot of complexity because now people could just concisely write their parser. We need functions. It doesn't end there. Now we got to add repeated things that people were doing repeatedly. We thought it would be good to promote that as a first class function, as a standard function itself. So in this case, there was a thing called revive edges. A revive edges was basically a set of repeat operations that were done over and over again. Along with the other keywords, we introduced a way to call a func and pass keyword arguments to it, and job done. How did this all come together? Let's look at this video here. This is a small demo of the work. Here's a configuration. This is the event. Now, if you look at this event, there is a lot of data in this event. Things like, here's a response element. Inside the response element, there is an instances set, which has items. There are multiple instances in it. So the whole event needs to be parsed. And think about the complexity. I'll have to do this for every single type of event out there and validate it as well, whether it is looking correct or not. Here's the items. Each one of these items is going to come out as a tag. Very important to know what this instance was. There's a group set, which refers to security group. There are network interfaces. This is full of information. Now, to parse this, I'll have to write a lot of code. We're going to just write a couple of configuration files here. The first one that we create is this configuration. We say a for loop of items, do, run these, find this instance ID inside that loop is equal to EC2, a static string, pull out the other events, their dynamic properties, look for a thing called tag set.items, nested operator, key value, do the same thing for edges. Just for more context, we're actually taking the data and inserting it into a relation manner where we can query this later. All of this is just to solve that problem. We declare this configuration and we don't have to recompile a code. All we have to do is we just need to write the configuration file. Similar thing goes for group set items. Same for network interfaces, save that.
run the binary, provided the configuration, pass it the data file, which is the run instance event here. We run that, and boom, everything that we had to extract came out in a standard manner. These are the nodes that we wanted to create. They have all the properties down there, everything that we got extracted. Loops were created to produce edges. All of these are edges that we have to yield, which also have their own values. And that's it. So fair to say, we could conclude here saying that, hey, DSLs are awesome. Like, they're really cool. So we should just write DSL. Well, they are. The only catch being, every DSL lives long enough to be a general language or gets replaced by a newer DSL. What I mean by that is, general purpose programming languages are moving towards solving more and more cases. They want to solve a web problem, they want to solve a mobile problem. DSL, on the other hand, is getting more and more specific to a domain. Like, what do I see a few months from now? How will this language, this DSL of ours, evolve? This DSL will evolve that, hey, right now you're only parsing events, which are JSON. Can we also start doing it for another set of records, which are probably CSV, or there's a protobuf, etc.? It's becoming more and more specific. There may also be a requirement where we have to do some sanity check that if an X event is coming in, it depends on a Y. Do not insert an X before a Y comes in. It looks like it's doing a lot, but it is actually getting specific to a domain. So if you see what's happening here is, in the pursuit of becoming applicable to the entire use case of a given domain, what is happening here is that the language itself is becoming more generic. So fair to say that a DSL lives long enough where it tries to solve every single use case of that domain and becomes a general purpose programming language. And when it does that, it has become a problem in itself. And I will be giving the same talk a couple of years from now, saying that we built a language and we replace it with another DSL. That's it. Thank you. That's a link to our monthly failure newsletter. You can have a look at it when you want it. Okay, Piyush, thank you very much for the talk. This is a talk of exact type of exactly I like myself very much. The talk about ideas, not about bytes and chars and brackets and so on. We have in programming committee, we have some questions to you. The first one is, did you say using DSL make you writing less code, and as a result you have less bugs in your code? So, very good question. So writing DSLs enforces you to write the same set of functionalities. Yeah. It's like a guardrails. You cannot, like on a highway when you're driving. Yeah. But like you have seen those guardrails, right? You cannot deviate far too away into the lanes. It keeps you within that bracket. Now, let me give you an example. CSS is a DSL. SQL, programming language, the database languages that we've been using all along, that's a DSL, Now, the good part about DSL is, and this is, it's not exactly 1:1 translation, but you'll get my point when I say, you are telling somebody what to do, not how to do something, because the abstraction of the logic of the domain has been abstracted underneath. So you are saying, hey, deduct $1. If this was a DSL of a financial transaction, right? Yeah. You're not saying how to deduct $1. Like go here, add a float, subtract a float, then transfer, open a lock, create a temporary file or a temporary transaction. In case it fails, roll back. All of this has been abstracted. Now imagine if every time you had to write something and you had to go through this, you're going to result in bugs for sure, because humans are splendid at making mistakes when you ask them to do the same thing over and over again. Yeah, that's true. The problem is then we have less code. Each bug in this code will provide bigger impact on our code. So how this could be solved? Yes. Now there's a trade-off. Usually in technology, the answer is always it depends. Now over here also I'll say is that it depends. Would you rather have 100 kinds of bugs or
one same bug 100 times over. You see what I mean there, right? Now, if you know that, hey, this is the bug. If every time my pixel goes off by one, it's easy to fix it everywhere. And it's easy to catch as well. Why? Because if there is a bug with so many consumers of the DSL, it would be apparent faster than a remote scenario. Because when you, like, let me give you an example, right? Like in Java for 20 years, we had this bug, right? I forgot what that was, the floating point computation error. Like for 20 years, the bug was there and nobody noticed it. So with DSLs, because there's a limited set of 10, 20, 30 functions around the same set of operations, with every person doing it, using it on daily basis so much frequently, the bug would surface faster as well. So yes, while the surface area is smaller, the impact may be bigger, but it's going to surface up way faster because you can only do 10 type of things or 20 type of things. That's it. And an easy amount of testing can capture that. Okay, thank you. We have some questions from the chat. First of all, are you using JSON because JSON for DSL because it's easy to use? So good question. So JSON versus YAML versus HCL. You know, like I'm going to take an example of HashiCorp configuration language as well. You know, and I'm going to take an example of bad is a strong word, but I'm pretty sure when I say the name, you guys will understand my emotion. A DSL like Nginx. Mm-hmm. How many times have you struggled with Nginx DSL, right? And then you have something which is as easy to generate as a JSON. You know, like half the time I've seen that, you know, these days young programmers actually do not understand the difference at times between a dictionary and a JSON because it's been so interchangeably used. It has almost become a part of their daily lives. There's a hash map, there's a JSON. It almost looks the same. Now, it can be computer generated. So if you had stubs of smaller scripts, which could spit out a JSON, you can very well validate it. You can very well regenerate from your own other modules. That is one reason. And second is JSON versus any other configuration language, like YAML. Amazingly good when humans have to write it. Yeah, that's true. JSON amazingly well when computers have to write it, because now there's a fixed structure to it, right? And why JSON would work better than a YAML? Well, try writing a parser for Python versus Golang, and you'll understand how spacing can actually be a problem. Yeah. Mm-hmm. Another question. It seems that you are implementing, that you implemented XLST transformation mechanism, but you replaced XMLs with JSONs. You have some input. I didn't finish to read the question yet. Sorry, Piyush. You have some input JSON, then there is some rules declaration written also in JSON, and your application applies rules to the input data and generates output data. Is this really true, or is there some critical differences? So yes, I was actually waiting for somebody to ask me this question that, hey, you have actually done an XSLT again. Now, I clearly respect you, sir, madam, whoever asked me this question. I clearly see that you are a programmer of the 2000s era, because not too many people speak about XSLTs these days. But yes, the inspiration, because I mean, those were amazing pieces of technology. They still are. They were widely used to solve these common problems, and they continue to be. So in a way, yes, the inspiration is the same. It's just that no longer XML is a standard choice of format of data exchange anymore. The input data, obviously, that we receive is from a JSON. And when this input data had to be parsed, amount of the Pythonic or other scripting code, like even if I would go a JQ route, right? Like, hey, JQ would do this, JQ would do that. The amount of unnecessary context that had to actually go in was insane. And on top of that, why we did a JSON? Because writing test harnesses around it was easier. Like input is JSON, output is JSON. So the intermediate configuration, well, that could be JSON as well. Like why should I reinvent a new language just for an intermediate step?
Does that answer the question? For me, yes. For the audience? Not for the original question after, Kirill Yanikin. I'm sorry, I couldn't pronounce it in Russia because it is in Latin language. Anyway, okay. Another question from the audience. Do you think your DSL is still comfortable and bug-free when you decide to use functions and loops in your DSL? I think you replaced cognitive complexity with code from the code to DSL. Yeah, that's probably true. Okay, that's not a question to me, but to you. So no, go ahead. I want to hear what you're going to say. Go ahead, please. That's a difference between declarative and imperative. I don't know how to pronounce it in English because imperative. Yeah, imperative languages. Yes. You usually don't have loops in declarative and languages because of this problem. Correct. And so you have a very valid point here. Like, I think that's the part that I was trying to cover in the whole journey of DSLs. I would start with my last slide. Every DSL after a point of time is going to become very complicated. It's the natural movement of a DSL, because let's say if you and I were to communicate right now, and I said that because we understand, we're not going to use pronouns. We're only going to use proper nouns. No him, no she, no words like that. We are going to address each other with proper nouns. What it does, it eliminates ambiguity. A good side. What it does on the bad side is, because we have been conditioned in a certain way, we're going to find that that constructs very limiting, because we have been programmed. We have been speaking so many languages where we say it's, his, hers. These words have been a part of our sentences. We have been conditioned to use it that way. But if I eliminate that, the essence of you to speak that freely will go away, and you'll find it limiting. And we'll keep saying, okay, we're not going to introduce 3 genders. We'll only introduce 2 genders, male and female, and let's allow that. You see how we're drifting into it. And every DSL also gets into this. Now, going back to the original question, why did we write a DSL? Or why do we rather write a DSL at all? Because I'm seeing a lot of repeat code. I see that every engineer out there is actually going through the same process before they have finally evaluated, this is a field in the JSON that I want. How do I short circuit this line of theirs where they have to write 10 lines of code and another 10 lines of testing code and a cumulative sum of 2 hours before they finally tell that, okay, I found the right JSON field that I needed to extract from the source data. This 20 minutes of time is very valuable when you multiply it by so many events that need to be parsed with so much diversity. That was the reason. But when you do that, they say, oh, but I have to repeat this so many times now. The original promise of yours was to eliminate repetition, but now I see myself repeating another thing. So they ask for it, that, hey, can I eliminate this repetition as well? So you say, okay, let me give you a for loop. So the for loop here is actually not a general purpose for loop. It's actually a loop just provided so that you can eliminate your own DSL. So the DSL is actually getting sharper or narrower, the way you want to look at it. One could say that, hey, this is getting better, or it's only getting more limited and specific to the context. Yeah. Okay, thank you. The next question is already answered. What about using YAML instead of JSON? That's already covered. And another one is also covered. It looks like we are talking about declarative programming as well as a reinvention of interpreters, isn't it? Yes. You could say, because, I mean, what is an interpreter, right? An interpreter's job is, it takes a very high order language and then it has to interpret it into a lower language. Now, I mean, yes, this opens up the box of what are transpilers, etc. But I'm not going to go there. So let's just assume that for a while we're saying that, look, language X needs to be interpreted into another language that the system understands. Now, Python gets interpreted
because one could say that, so is that a DSL? Well, for all definition purposes, one could call it that, but no longer it is specific to a particular domain. It's a general purpose programming language now, so certainly not. So in the same way, whatever code that we are writing, one could see it as, hey, this is just a JSON, or they could see, hey, this is actually a scripting language in itself. It's a dialect in itself. And that needs to be now interpreted to an underlying program. Like in case of Python, you have a runtime. In case of any other language, you have some runtime at all points of time. Like you have a JavaScript, which also has a runtime. Now, everything is going to be interpreted in some manner or the other. Now, you are just adding one more layer to it and saying that we are moving towards higher order of abstraction, because every time I don't think it deserves to be written as from scratch. Like that's what SDKs are as well, actually, when you come to think of it, right? When you use an SDK, yes, one could say that, hey, but my code is actually going to get compiled, etc. So which is what I said, like that's a separate discussion. But so I wouldn't say it's a reinvention of an interpreter, but yes, the interpretation is needed for sure in any logic that is to be written. Yeah. Next two questions were are the same. The programming committee came with. How do you test your DSL? Lots and lots of events. All these events that have been coming in, every event with every variation is passed through a test harness. The good part is, because it doesn't require a new build and only requires configurations, which is saying that there's a browser and there's a CSS. How do you test your CSS? A CSS is a configuration language on top, right? The CSS file that you write. You load it. We don't test our CSS. Yeah. So see, that's the problem of pronouns. When I said you, I meant one. So yeah. Anyway, so testing CSS, similar challenge. Like you load it, then in our case, there's a configuration. We pass it through the binary, the configuration languages on the top, the smaller configuration file. We run it against known events, and they should exactly produce the same output. And against unknown events, they should fail and fail early. That, hey, this is an event type that we don't understand. Yeah. This might be a technical problem testing this, because you need some set of data prepared and true. Obviously, yes, absolutely. But we know the data, right? Because we are domain specific here. So we know the domain specificity. We know the entire data set. So it's not that it's an unknown problem. It's the problem, which is what I'm saying, that if the problem domain is unknown, you need a general purpose thing. Yeah. If the problem domain is known and is limited, it's just the volume of the variety there, a known set. It's not an unknown set. It's still a known set, right? Like if you were to write something for integers versus float, think about it, right? There are only so much known integers in this world, but floating points is an infinite set. Yeah. It's the same problem. Testing anything against integers is fairly straightforward. There can only be so many. So I'm not talking about big int. I'm actually talking about a small int. There are only so many integers that you can very well test it. Even if you ran a for loop on it, you will be able to test it. So the knowledge of the domain is narrowed down because we know the specificities of it. So the answer is keep your domain smaller. Yes, if your domain is smaller, yes, do not try a DSL to become, hey, I'm going to solve every single problem in this world, right? Because that's not what a DSL is for. In fact, quite the opposite. When you have narrowed down that, hey, these are 10 things that I need to do, and these 10 things I need to do daily, these 10 things I need to do repeatedly, maybe, think of it, right? What is Chef? What is Ansible? A limited set of problem, it's a DSL on top, right? And these DSLs are around you forever and ever. Like, what is Chef? A known problem, 50 kind of things, modules that I need to load, and that's it. Do this over and over again. Yeah. Another question, same as I have myself. Do you have IDE support for your DSL? Did you think about IDE support? Good question. So actually not, because then we are drifting away to slightly say that, hey, it's not that vividly used where we actually need an IDE support, but we do have
linters and a compile time check, which will say that, hey, this doesn't look okay. Mm-hmm. Okay. One very interesting question that I would like to add here, which I think nobody has asked and should have, how does this compare against code generation? Because that is one of the, in a language like Golang, right? Yeah. That could also be one of the options that, hey, why don't you actually generate some code? Because the limitation here is that this is still runtime, right? It's a JSON being parsed. So what that means is that there's a problem still of latent configuration error. What that means is that only when it's like what a Python does, right? It's a JIT. So technically it's a just-in-time compiler here, right? Because when it reaches that field and tries to extract that data, it may fail then. Now, all of this could be made better and faster if we were actually using code generation. Mm-hmm. So, but why did we not use code generation? Because at the start of the talk, I mentioned every new event should not mean a recompilation. If I was using code generation, I would have to recompile every time. And that is what we didn't want. So just wanted to clarify this because somewhere this is a worthy question of being asked as well, that, hey, what about code generation? You know, such amount of heterogeneity, but yet a limited domain set could have been very well easily be handled by code generation. The next question is, did you think to adopt Kotlin DSL for your task? No, I didn't actually. So that's I'm not I don't know too much about Kotlin, so I don't know what does this question exactly mean. I have one reason why that question I'm shying away from answering that. Yeah. Oh, it's a Golang conference. Okay. Well, we can't be speaking about Kotlin here. Okay. The next question, actually, a couple of questions. How long have you been using your DSL in production? 6 months. 6 months. Okay. That's how old the company is. So yeah. Okay. Do you keep backwards compatibility as it evolves? I mean, does running current version of parser on old config plus data still provide correct outputs? Are those outputs exactly the same? Absolutely. So brilliant question. We haven't yet reached a stage where we have to, but we already have discussed plans to do this. So in which case, what we do is, see, here's the thing. The logic of parsing is inside our binary. Mm-hmm. It's like saying Python 2.7 knows how to read your Python 2.7 code. It knows print space something means something. You run this code against Python 3.x compiler interpreter, it won't read this. It would raise a syntax error because it expects print and a bracket. Now, if you see what I'm trying to say here is that the logic of backward compatibility, the onus is actually on the rule set of the compiler. If we end up introducing changes where we say that, hey, this for do principle is completely nonsensical and we wanted a better construct, we will just launch a different binary of it, which will be the V2 of the same DSL parser, right? And that binary can produce the same output as we do today. So the backward compatibility doesn't have to be, and this is more of a design principle I'm saying here, that, you know, because DSLs are so limited, you don't want to overload those with those plethoras of if-else conditions that, hey, this is version this is version that. What you should be doing is that, hey, this is a syntax that I just don't understand in the newer version set. So the configurations will also have to change with the newer logic set of the parsing that we introduce. Actually, I have something to say about this. Yes, please. Yes. Once I was working with some financial tech company, and they were maintaining the stream of events happens inside of our system, and we were saving these streams of events, thinking as long then in the time we were lost our current state, we will be roll out the state
from these logs of events we are keeping continuously. And once it happened, we lost our current state, our database, so we started to roll out this. Replay, right. And we stopped on the first 2 weeks data of this log, just because after 2 weeks after start, we fixed the bug. And the old events were not parsed correctly by our current version of software. Right. I understand. Yes. Yeah. So do you think you will have this problem once? Absolutely, I will, certainly. And any long-term solution that you build will always have to go through this notion of versioning. In fact, it's not just the versioning of the source. Let me also tell you, it's the version of the output that we produce. Yeah. And when you produce an output right now, we actually add a small version number. Now, this version number that we emit is actually the version number of the binary that we had used, the parsing logic, because that tells us that, hey, this event that was parsed came out of version 1.2 and not version 1.3. Because if this output looks incorrect, we can quickly go back to version 1.2 of the binary and check that. Just that we haven't yet reached a cross version jump where we say 2 versus 1, but these minor versions do exist in the output as well. Yeah, we were thinking it will take for us about a couple of hours, and as a result, it took about a week for us, because we were looking for the problematic message, for the date of problematic message, for the corresponding commit. We were building the bigger and bigger binary to parse this. It was like a nightmare, actually. Wow. What language did you use? It was some binary. It was DSL specific. Some very small language describing the things happens with the customer account. Got it. So it was got it. Okay. So it was a DSL of that time. Yeah, and the program itself was in Golang. Oh, okay. Nice. Was in Golang. Okay. So do we have another questions in chat? Probably not. So I can return to our own questions. Some of them already answered. Yeah. Okay, sorry. There is no time here for any more questions, because we have 3 minutes till the next talk. Oh, okay. I'm sorry. Can we extend this to 10 minutes again? And Piyush, could you please go to the special chat, and people who like to talk to you, please talk to Piyush, please go to the special chat also. We will have the small gap between the talks. I insist we should keep another 10 minutes, so you will be able to talk to each other. Thank you very much. Okay. Thank you, Daniel. Bye. Yeah, I'll switch on to the other chat, and thanks everybody else as well.
Коллеги, мы продолжаем наш эфир. Следующим пунктом нашей программы будет битва между Валентином из компании Ламода и Алексеем, наоборот, Валентином из компании Юла и Алексеем из компании Ламода. Они будут выяснять, что лучше, PHP или Go. Добрый день, Валентин. Да, привет. Я думаю, мой технический директор такой сейчас, в смысле Ламода. Нет, я из Юлы, да. Ну, я просто оговорился. Да. В общем, рад снова присоединиться на второй день. Надеюсь, получится сегодня такая полезная дискуссия. Ну, мы провели таких дискуссий за последний год аж на 3. Обычно они довольно, как бы это сказать, довольно сложны для извлечения практического смысла. Ну, в смысле, бесполезно. Но я надеюсь, что у вас получится иначе, потому что, на мой взгляд, вы подходите к вопросу совсем по-другому, нежели подходили мы. Например, год назад на предыдущем, на Golang конференции мы устраивали битву между Golang и C++, и все свелось фактически к тому, какой у вас смешной синтаксис, а у вас генериков нет. Этот уровень, конечно, для практической... Это прикольно в качестве шоу, но с практической точки зрения извлечь из этого пользу невозможно. Хорошо. Значит, еще раз. С нами Валентин Дубровский из компании Юла и Алексей Скоробогатый из компании Ламода. А кто выступает на стороне какого языка, я не удосужился выяснить. И тем не менее. У нас есть список вопросов к участникам дискуссии, и первый из них: что выбрать для стартапа на самом начальном этапе имплементации MVP, PHP или Go? Че, Леш, в каком порядке будем отвечать? Может, скинемся? Давай ты, уступаю тебе место. Окей. Смотрите, собственно говоря, сегодня мы попробуем разобрать как раз такие вопросы, но не с точки зрения там банального холивара, что лучше Go или PHP, а все-таки попробуем каждый вопрос под разным углом посмотреть и поотвечать на такие вопросы. Надеюсь, получится, собственно говоря, полезно. Собственно, по первому вопросу, что выбрать на старте проекта, стартапа, да, нужно сначала немножко погрузиться в сам вопрос, например, с какого-то контекста. Допустим, у нас есть какой-то стартап, есть идея, есть гипотеза, есть CTO, который зовет вас разрабатывать этот стартап. Собственно говоря, первый такой разработчик, не считая CTO. Вот. И вы знаете PHP и Go в равной степени, да? Вот. Что такое вообще сам по себе стартап? Это проверка какой-то гипотезы. Мы не знаем вообще, выстрелит она или нет. У нас там есть финансирование, условно, только на 3 месяца вперед. Там есть цель нанять еще одного разработчика, чтобы сделать за эти 3 месяца и уложиться в бюджет. Вот. И нужно делать все быстро и по рельсам. Как говорится, там, time to market, да? И вот тут нужно теперь выбирать. Естественно, тут все зависит от контекста вашей гипотезы, да, стартапа, что это вообще такое и прочее. Но давайте попробуем просто порассуждать. Там 80% продуктов, они все примерно идентичны, да? Это какая-то веб-морда и, не знаю, доска объявлений, там, e-commerce. Иногда это все. Ну да, иногда это все. Вот. Поэтому какого-то там серебряного ответа я сейчас не дам, пули такой серебряной, да, но я считаю, что если вы делаете там стартап, то на начальном этапе вам идеально подойдет все-таки PHP, несмотря на то, что я вообще с ним никогда в жизни не работал, я Go-разработчик, я считаю, что PHP идеально подходит на старте, потому что там есть все, чтобы по рельсам, не супер красиво возможно сделать, но хоп-хоп-хоп, и через 3 месяца у вас есть уже готовый продукт, у вас есть там фреймворк условный, который все ваши потребности покрывает, типа Symfony и прочего, и за 3 месяца я уверен, что вы справитесь. Но опять же, никто вам не мешает условно какие-то вещи по real-time обмену данных и прочего носить на Go, если есть такая возможность. Вот, в целом, вроде все, Леша. Да, Валентин, спасибо за контекст. Это на самом деле очень важно, то, что мы говорим не просто абстрактно, какой язык лучше и как его использовать, а в применении конкретно. Вот у нас есть кейс со стартапом. А что мы имеем, помимо того, что озвучил Валентин? Это
у нас нечеткие, неопределенные еще области, так сказать, если из доменного дизайна взять терминологию, доменные контексты. То есть мы на начале не знаем, как гипотезы поведут себя, мы их примем или пойдем другим вектором, как та или иная часть будет развиваться. И в самом начале, и чтобы быстрее это все проверить, конечно же, я бы здесь подумал, именно отталкивался от той архитектуры, которую стоит закладывать и применять. И на начальном этапе, когда у нас важный момент, много неопределенностей, то считаю, что гораздо удобнее маневрировать в монолитной архитектуре, имея стейт, который будет разрастаться, ну, пока непонятно, какие связи у нас будут объединяться или разъединяться, то им управлять лучше в монолитном приложении, в монолитной системе. И здесь стоит выбрать, если выбирать так из этих двух языков, то PHP, у него больше, ну, так достаточно грубо, если сказать, больше возможностей с таким большим, сложным, относительно сложным монолитным стейтом работать. То есть экосистема, она вот имеет готовые инструментарии, комьюнити большое, позволяет быстро что-то проверять и разрабатывать. Но при этом ничто не мешает последовательно вырабатывать какие-то уже четкие контексты, иметь ограничения, и там, если, например, взять это да, каждый e-commerce, он одинаков, но каждый уникален по-своему. И вот именно в процессе эта уникальность определяется, смотря на те бизнес-процессы, которые реализуются в конкретной компании, в данном случае в стартапе. Угу, я понял. А что мешает вообще на Go написать монолитную архитектуру, допустим? Я не упомянул в своей речи, но я тоже считаю, что на старте монолитная архитектура лучше. Но вот что, по-твоему, мешает на Go это сделать? Тут, ну, опять же, не мешает ничего, но здесь скорее что меньше даст нам проблем по нашим ощущениям. И масштабировать... Вопрос, опять же, про сложность. Сложность бывает либо внутри, либо снаружи. То есть либо она вся спрятана внутри в монолите, либо она распределена по разным сервисам. И здесь мы выбираем, как ее упаковать. То есть нет такого, что мы ее решим, что ее не будет. Она будет всегда, просто вопрос в том, как мы ее упакуем. И вот здесь, по моему опыту, упаковывать большую сложность в монолитном Go-приложении будет труднее. Труднее потом ей управлять. Я, как модератор, хочу возразить. На самом деле, благодаря интернал пакетам упаковать монолитную сложность в Go правильным образом гораздо проще, чем в том же PHP. Можно спрятать от своих соседей по приложению свою внутреннюю реализацию. Да, на уровне пакетов. Да, про это говорим. То есть, да, на уровне пакетов, на уровне модулей мы можем разделять. В принципе, мы даже можем их независимо разные компоненты деплоить. Не обязательно у нас все должно быть таким большим монолитным, но в той или иной степени все опирается у нас в состояние, в persistent layer, который один большой со всеми своими связями. И все в купе, вот эти вот слои, они, опять же, можно попробовать. Я бы вот так не стал делать, именно имея просто свой опыт, вот какие-то такие подводящие к этому моменту. Если, ну вот, Данил, у тебя очень интересный аргумент, может быть, по этому поводу еще пару вещей скажешь, мне самому очень интересно это. Честно скажу, придумал я это не сам, меня научил этому мой коллега по ПК Александр Эфрос, но это же очень здорово, когда у нас мы пишем как бы монолит, но каждого человека, который пишет модуль для этого монолита,
заставляем всю реализацию спрятать в интернал. А в результате, даже если джуны хотят повязать свои пакеты намертво, используя библиотечки друг от друга, ну вон же у моего соседа Васи реализовано, например, парсинг инта во float, или наоборот. Ну, или там конкретный пример был, это парсинг JSON в Go, где числа иногда приходили строками в кавычках. Это известная проблема, и действительно она очень просто решается. И вот эти два джуна между собой решили, то есть один у другого утащил этот тип вместо того, чтобы скопипастить. Вот. И очень удивился, когда после ревью и принятия PR это все перестало у него работать, потому что мы спрятали этот тип в internal. Вот. Зачем мы это сделали? Для того, чтобы уменьшить вероятность сильного связывания. В результате мы пришли к тому, что мы начали оформлять наши модули в программе в виде публичного API, и internal пакетов, которые это API реализуют. Это возможность, которую я в других языках не встречал. Можно писать как бы монолит, но при этом нарезать его внутри на маленькие дольки. Очень удобно. Это был тайный план Данила включить в дискуссию нашу, и он удался. Извините, я просто... Мне нравится эта фишка. Это очень хорошие аргументы, да. Модульный монолит имеет место быть, и очень эти все фишки очень полезны. Я тут скорее при своем мнении останусь на уровне persistent layer, то есть вот с ним тяжелее будет разграничивать связи. Для меня почему монолит... Вот честно, я не PHP-разработчик, но для меня почему выглядит монолит писать на PHP проще именно на старте, да? То есть мне не надо не думать о том, какие я модули притащу, не выбирать между чи, эхо, там еще чем-нибудь, да? Я беру Symfony, хоп-хоп-хоп, нашлепал и погнал. То есть я проверил гипотезу и готов уже сказать, там, бизнес проверяет и вообще взлетит наш стартап или нет, или я могу уволиться и там работать в какой-нибудь для моду или юлу и пилить микросервисы на Go. Вот. В таком формате. Ну, хорошо, ладно. А вот если на старте мы написали монолит на PHP, причем самым быстрым способом, у нас получился вот прям вот комок грязи, как классический, как положено в каждом стартапе. А если у нас бизнес-идея подтвердила свою жизнеспособность, надо ли переписывать это все на Go? А если надо, то полностью переписывать или начинать дополнять PHP-шный монолит микросервисами на Go? Так, ну, видимо, я начну. Да. Очередность. В общем, смотрите, вы сделали какой-то MVP. Бизнес растет, там гипотезу проверили, юзеры есть, деньги пошли, ну, не так, что полностью вас обеспечить, конечно, CTO счастлив, бизнес счастлив, вы тоже. Продакт-менеджер приносит новые фичи, команда из-за того, что фичи надо пилить, растет. Вот именно сейчас идеальный момент, на мой взгляд, пока доменная область какая-то маленькая внутри монолита, да, начать переносить все на макро-микросервисы, потому что я видел, по-моему, 3 монолита, наверное, которые все мечтали распилить на микросервисы на Go, и в итоге это все заканчивалось тем, что что-то уносили на микросервисы на Go, но сам монолит продолжал жить, туда активно контрибьютили, и это какая-то борьба с ветряными мельницами, там, бег в колесе, потому что никогда это и не закончится. А пока у вас вот уже бизнес готов развиваться дальше, вы понимаете, что юзеры есть, деньги текут, и вот сейчас самый тот момент, чтобы новые фичи уже выносить по микросервисам и делать из этого PHP минимальную такой gateway по факту. Вот. И не хранить там ни DAO, ни сервисы, ничего, просто ходить, как проксировать микросервисы. Вот. На мой взгляд, вот так вот. Алексей? Да. Начинаем расти. Приложение масштабируется, бизнес масштабируется, контексты определяются, и декомпозировать монолиты просто для того, чтобы декомпозировать, да, здесь есть большой плюс, потому что мы
разделяем ответственности, и команды, которые занимаются, могут независимо этим всем управлять. Но, наверное, скажу так, что декомпозиция ради декомпозиции меня всегда смущала, потому что, ну вот, а что такого четкого, что можно потрогать, это даст. Но при этом декомпозиция с целью снятия ответственности там, где у нас достаточно большой тяжелый state монолит, опять же, та же сложность такая большая, которую ей трудно управлять, трудно деплоить, трудно вносить изменения, когда у нас теперь вместо одной команды 10 команд, то вот начиная, задумываясь, идя от какую часть, какую сложность, какую ответственность мы хотим вынести, и вот здесь вот начинать разграничивать, и точно, наверняка, все, что у нас реал-тайм взаимодействие с пользователем или там рядом с реал-тайм действия, там, где нужна параллелизация, конкурентная среда, то здесь 100 пудов точно мы это все упаковываем в Go, и на этот момент уже можно задумываться о всей обвязке. Вот мне, насколько я и у нас, и так, общаясь, знаю, что каждая компания в той или иной степени делает свою обвязку для сервисов, ну, если говорим про Гошку. И вот тут можно начинать уже эволюционно развиваться. Я, кстати, говорю, распиливать на микросервисы и не упомянул, что есть. Просто для меня это даже логично уже сейчас, что микросервисы на Go, соответственно, да. Не на PHP я предлагаю. Ну, честно сказать, а почему не на PHP? Почему бы и не на PHP? Просто именно на Go, на мой взгляд, да, опять же, очень прям идеально писать такие маленькие микросервисы, которые слушают там Kafka топики, консюмят там из Rabbit, gRPC принимают там вызовы, да, вот прям идеально ложится. На PHP, на мой взгляд, это будет, во-первых, в большинстве случаев не так быстро с точки зрения взаимодействия, да, и не так просто. Коллеги, а кто-нибудь из вас сравнивал цикл разработки по времени? На чем быстрее реализуется какая-нибудь новая бизнес-идея? Ну, тут опять же зависит... с нуля именно, полностью стартап, да, или как? Или какая-то новая фича, уже развивающаяся продукт? Сейчас мы вот предположим, что у нас уже есть работающая модель, то есть... то вот вопрос о том, выстрелит ли гипотеза, у нас уже отсутствует, мы уже знаем, что выстрелила. Но теперь к нам кто-то, видимо, отдел продаж, пришел с предложением улучшить нашу систему с помощью внесения, например, реферальной программы. Вдруг вот у нас были пользователи, а теперь мы хотим еще и рефералочку. На чем... Это открытый для меня вопрос, я потом объясню, он взялся вообще. На самом деле, на мой взгляд, во-первых, это не замерить. Чтобы это замерить, надо взять Go-разработчика, да, взять PHP-разработчика, делать одну и ту же фичу и в монолите, и в микросервисе. Да? Только после этого... Единственный там вариант для сравнения у нас есть субъективный. Одну фичу мы напилили на PHP, другую на Go там, с микросервисом. Да? Только вот такой вариант, но это все-таки не прямое сравнение. И все очень сильно зависит на самом-то деле от контекста. Если требуется напилить какой-то крут просто над сущностью, я думаю, скорость будет примерно, наверное, одинаковая, но будет с точки зрения чуть больше, наверное, в микросервисной архитектуре, потому что есть вот этот проксирование момент, да, из GTV вот туда, а не напрямую. Плюс сюда же еще сверху накладывается объем команды. Чем больше команд, тем сложнее пилить в монолите, на мой взгляд, по крайней мере, что-то. Появляются какие-то дикие релизные циклы, там, типа, релизимся только, не знаю, раз в неделю или раз в 2 дня. Ну, короче, без разницы. Увеличивается сложность разработки. Вот. В микросервисе ты такой внес изменения и погнал, вылил сразу же, там, continuous delivery, все нормально. Вот, поэтому... Именно какого-то прямого сравнения, я думаю, сейчас не проведем, все зависит от контекста и прочего. Ну да. Откуда взялся этот вопрос? Я однажды работал в стартапе, где основная бизнес-идея была зафиксирована, но дополнительные фишки, монетизацию, так сказать, идея все время менялась. И мысли о монетизации бизнесу новые приходили в голову примерно раз в 2 месяца. И мы каждый раз строили план разработки на 3 месяца вперед.
То есть через полгода, через 2 итерации мы выяснили, что мы ни один из наших планов до конца не довели, потому что бизнес-идея успела смениться до того, как мы закончили разработку. Вот. Вопрос о скорости имплементации бизнес-фичи, пусть даже грязной, он, конечно, ключевой, может быть, для стартапа. Но у меня тоже нет никакого ответа на этом месте. То есть ни PHP, ни Kotlin, ни Go, ни PHP, ни Perl. Я не понимаю, как оценить для конкретного языка скорость разработки. Хорошо. А есть... У меня есть совет, кстати, по поводу того, что ты описал, кратенький. Пытайтесь максимально декомпозировать входящие у вас бизнес-задачи вот по этой новой. Все к минимуму, все, что не нужно, убирайте, убеждайте продуктов убрать. И вот катите просто максимально быстро такой маленький кусочек этой фичи. И тогда, возможно, продукты будут тоже счастливы. Ну, там, к сожалению, продукты хотят фичу целиком. Вот они прям говорят, нет смысла имплементировать это по частям. Сделайте вот всю эту идею целиком. Мы идем, строим план, крайне оптимистичный, на 3 месяца. Ну, мы понимаем, да, что 3 месяца это, может быть, и на пи умножить придется, в конце концов. Вот. А через 2 месяца они приходят к нам и говорят, так, мы поняли, все надо переделать, вот вам новый план, давайте. Я понял. Ну да, для меня идеальная ситуация на груминге, когда продукт приносит фичу, а мы говорим, ее не надо делать, это можно решить за час вот такими способами. В общем, ладно, не по теме уже. Для любого программиста идеальная ситуация, да, нам приносят фичу, мы говорим, делать ее не надо, а зарплату все равно надо платить. Это надо, да, конечно. Вот. Хорошо. Есть ли какая-то область, где вот точно нужен PHP, его нечем заменить? Леш, может, ты когда начнешь, а то я болтаю. Да, давай. Так, где PHP точно можно использовать, ну, не то, что он там является незаменимым, но почему бы, если сильно не сопротивляться, да, то работает и там применять. То, по моему опыту, очень хорошо, и то, как мы, в принципе, это и такой подход и применяем, хорошо используется для построения таких фронтенд-бэкенда, да, для внутренних пользователей вещей, для работы с там, какими-то транзакционными сервисами тоже это какие-то сервисы, которые отвечают за policy, конфигурацию, настройку и просмотр для внутренних пользователей. У PHP достаточно, ну, я уже говорил, большая комьюнити уже готовых инструментов, то есть под это готовые вещи есть. То, как разделять права и... Что у нас второе есть? Права и... Рыбак? Да. И это, и в какие-то политики, все это достаточно можно быстро. И вот эти вот вещи, их нужно построить, и они работают. Потом там что-то подправлять. Либо потом объединить это из нескольких источников. То есть очень удобно этим маневрировать. И здесь PHP подходит как нельзя лучше. Тем более, что я бы оставлял экспертизу в компании, если у нас со старта тем более есть там PHP Go, она идет где-то по обруку, то полностью исключать экспертизу PHP точно не стоит. Можно ее использовать в таких вещах, и это очень удачно по моему опыту. Ну, я лично тоже считаю, что идеально пилить. Леша не произнес это слово админки. То есть вот хотим мы админку для отдела продаж или там саппорт или модерации, вот, пожалуйста, на PHP, там шаблончики, вот пилите, да. Альтернативный путь – это когда мы на Go делаем там REST API для админки, а на фронтенде как-то через React там генерацию компонентов делаем админку для Go-REST. Но я считаю, что на PHP, наверное, все-таки будет проще. Уж на старте явно, и потом, я думаю, тоже. Вот. И, наверное, все-таки у PHP есть еще очень большая область. Это таких маленьких, даже не стартапов, а контор, которые делают сайтики на заказ, которые там, я не знаю, торгуют там
шлангами водопроводными, да, и им нужен интернет-магазин. Зачем что-то еще больше, чем PHP? Вот. Амбиций особо нету, нагрузки нету, ну, почему бы и не использовать PHP, а не искать там разработчика за одну козулю на год? Ну вот, то есть зачем? Ну, козуля 300К, это раньше такой контент-прикол был, не знаю. Вот, поэтому, да, PHP, админки, плюс такие маленькие небольшие проекты без высоких нагрузок и амбиций. Ну, во всяком случае, на Go у нас нет никакого внятного фреймворка для магазинов, для админок. Очень жаль, кстати, что нет, мы бы пилили их на Go. Но сейчас нет, и выбирать для этих целей Go никак не получится. Ну, то есть любой такой проект будет превращаться в какой-то кошмарный долгострой. Да. Дорогие наши слушатели, возможно, вас сейчас посетила мысль написать open source проект админок на Go. Задумайтесь, почему это не делают, а только потом пишите. Вот. Это тема для отдельной дискуссии на самом деле. Подходит к концу наше время потихоньку. Давайте вот еще озвучим вопросы с тех, что у нас заготовлены. Будет ли новый язык, который займет место PHP и Go, и какими качествами ему надо для этого обладать? Давайте я попробую ответить тогда. У меня будет, на самом деле, больше философское такое рассуждение, но постараюсь кратенько. Собственно, когда я познакомился только с Go, на самом деле, меня много чего там подкупило, но одно из самых ключевых вещей – это была богатая библиотека базовая. Она прям, ну, реально офигенная, на мой взгляд. Вот. Сейчас я к этому уже привык, и лично мне хочется не просто базовую какую-то богатую библиотеку, а, наверное, какую-то на уровне языка, на уровне синтаксиса более тесную интеграцию с вещами, которые я постоянно использую. Допустим, там HTTP, gRPC, там, GraphQL, с базами данных вообще идеально было бы, чтобы я не использовал какой-нибудь query builder, да, а я там прям VR-запрос в коде своем писал, мне там подсказочки и прочее там на уровне синтаксиса было. И, на мой взгляд, возможно, если этот язык будущий совместит то, что я предлагаю, да, уже на уровне языка более такие концепции такие лексические, да, и простоту Go, вот тогда для меня получится, вот что я хочу сформулировать, я хочу видеть идеальный продуктовый язык для продуктовой разработки. Вот что я хочу видеть. И, возможно, если бы вот были вот такие сахар лексические в коде для взаимодействия со всем, что я использую постоянно, это было бы прям идеально. Вот. Но это больше такой философский подход, на мой взгляд. Я бы перешел на такой язык, наверное. Да. Только маленькое уточнение. Это не макросы в расте. Вот. Не оно, нет. Именно на уровне базового языка, да, то есть такого момента. Я вот задумался, вот идеальный продуктовый язык, не окажется ли он декларативным? Смотря что мы имеем в виду, это какие-то готовые блоки для построения или как? Ну, как язык, который... На самом деле императивный и декларативный отличаются только с тем, с чего ты начинаешь. Ты в декларативном языке ты начинаешь с описания самого общего того результата, который ты хочешь получить. И дальше спускаешься ниже, добавляя деталей в описание того, что ты хочешь получить, чтобы объяснить компьютеру достаточно подробно, что именно ты хочешь получить. Ну, то есть вот язык должен обладать какими-то готовыми блоками для того, чтобы строить наши продукты легко. PHP и Go – это оба императивные языки. Не знаю, что у нас, как продуктовый ориентированный язык удастся ими заменить. Не знаю, Алексей, а ты что думаешь? Вот ты упомянул про декларативность, и я сейчас пока понял, что, ну, из каких-то источников мест смотрю, что да, это даст очень большой буст, потому что декларативность дает вот эту вот свободу, наверное, которую и лучшую управляемость, конфигурируемость. То есть подход, как ты сказал, что с другого направления. И вот... Я пытаюсь сейчас вспомнить, что-то такое было, что какие-то уже движения в этом плане есть, но я не могу вспомнить, в каких экосистемах, в каких языках это делать. Но это точно есть. Сейчас, жаль, не могу вспомнить. Но мне кажется, это важный момент будет и важный в этом скачок, переход от императивности к декларативности в продуктовые именно разработки.
Да, но где же нам взять декларативных разработчиков? Никто же не хочет писать декларативный код. Коллеги, у нас вышло время. Я предлагаю вам отправиться в special чат и обсудить там со слушателями и между собой эту проблему, потому что в телеграм-чате происходит разное, и его довольно много. Коллеги, давайте вы соберетесь в спешл-чате, а мы через 10 минут встретимся на следующем докладе. Валентин, Алексей, спасибо. Да, Спасибо. спасибо.
А мы продолжаем наш эфир. За появление следующего доклада в расписании нашей конференции ответственен лично я. Сначала я поймал спикера и заставил его подписаться, читать этот доклад. Потом я убедил программный комитет в том, что это будет интересно. А теперь вам предстоит это слушать. О чем следующий доклад? Следующий доклад о коммерческом статическом анализаторе кода. Вообще статические анализаторы кода мы все используем довольно широко, а кто не использует, то скоро начнет, потому что без линтеров разрабатывать на Go довольно трудно, но наши свободно распространяемые линтеры – это в основном линтеры синтаксиса и примитивного анализа flow. Статические анализаторы, которые разрабатывают в компании Synopsys, это немножко другой уровень. Они стоят как железный мост, честно вам скажу. Но, во-первых, это важно для общего развития знать, что есть в инфраструктуре языка такого, что мы обычно в стартапе никогда не воспользуемся, потому что в стартапе у нас не будет на это бюджета. И два, я участвовал в парочке проектов, это был финтех, где мы пару раз натыкались на проблемы, которые стоили нам дороже, чем стоили бы продукты одной из компаний. Synopsys не единственная компания, которая делает такие вещи, но это один из лидеров. Так вот, мы натыкались на проблемы, решение которых стоило нам дороже, чем стоило бы привлечение соответствующих технических средств. Итак, доклад от Роба Хейнса «Application Security in Go». SAST and SCA. Доклад демонстрируется на английском языке в записи. Автор присутствует в зале и по окончании доклада будет готов ответить на ваши вопросы. И мои, наверное, тоже. Спасибо. Hi, my name is Rob Haynes, and I'm going to talk about application security in Go. As Go is becoming increasingly popular and widely used for web applications, keeping your data secure is going to become increasingly important. In this talk, I'm going to cover some of the technologies that you can use to do this and to make sure that your data remains secure. So first, a little bit about me. So I'm currently a sales engineer for Synopsys. Synopsys is a company that provides application security tools and services. But I used to be a software engineer writing C and C++ in the telecoms and embedded area. I also got the opportunity to do some build and integration. So I was doing things which were effectively DevOps before they became DevOps. And this gave me a chance to look at tools like static analysis. So I ended up becoming the static analysis subject matter expert for my company. And I got to roll out these tools to different parts of the company in China, India, and also in the US. Now I'm a sales engineer and I help customers implement SAST. This gives me a chance to go do some travel. I cover currently Eastern Europe and Russia, as well as some parts of the UK. I first came across Go the last couple of years, and actually it's something that's being widely used in our company. It's sort of the go-to language for replacing Java when it comes to command line tools, and it's something that we're increasingly interested in. Okay, so why should you be worried about AppSec? So when we think about application security, we think about hackers, but really what is the problem we're trying to solve? Really, what hackers are trying to achieve generally is the theft of personal data. So they are trying to steal information that they can use, like credit card numbers, ID numbers, names and addresses. Now, this can obviously lead to a loss of reputation for your company. You can get brand damage and a loss of trust. While these were things which I think were really important in the earlier days of the internet, I think it's less important now. Of course, you don't want to be remembered for the company that loses that information, but I don't think it's important as the final one here, which is fines and penalties.
especially across Europe, the fines these days for not being careful with application security can be very high. So you can see here Marriott being fined 100 million, Equifax 700 million, and British Airways 183 million. I think this really is the danger these days. It's being fined a lot of money for getting your application security wrong. So how can we secure applications? Application security isn't just a single point where you should be doing something like running a tool or looking at your code. It's something that should really go all the way across the different parts of this secure development lifecycle. For example, as we're doing our requirements and design, we should be looking at threat modeling, security design reviews, and attack surface reviews. There's statistics that say that these days, a lot of issues that are security related are actually part of the design and not part of the coding. When it comes to actual development itself, the biggest things that we can do to prevent security issues is actually education. So doing e-learning and understanding security issues, also doing peer review with people who have been security trained can help stop putting these issues in to start with. But of course, today we're going to talk about static analysis and software composition analysis as tools that you can use to double check this. When it comes to the testing phase, we have other technologies like dynamic analysis, interactive analysis, and application fuzzing. And of course, manual pen testing as well, when you're using experts to try and hack into your applications. And finally, when we come to deployment, we can have security reviews. There are also tools that you can use around this area to do things like scanning for open ports and making sure that everything's at the right patch level and that sort of tool as well. Okay, so what are the different applications we're going to be using for, different technologies we're going to be using for application security? So take this example web application that we've got here. It's made up of your own proprietary code. So this is the stuff that you write, and this is the main part that we're interested in checking. Now, nearly all code these days uses open source in some form. This could either just be libraries for helping you write your application, but also web frameworks as well. Nobody ever really writes a new thing that interprets HTTPs and gets and posts. You're always going to reuse somebody else's work to do this. And these are usually open source as well. Now, at the bottom of this application, we have potentially systems like databases or another APIs using REST. And at the top, we also have sort of our web services layer. So what different technologies can we use here? So the first one is dynamic application security testing. And this is effectively treating the device as a black box using dynamic testing after the application has been written. We have a technology called interactive application security testing. And this effectively uses an agent sitting on the application to monitor it for security. And we have protocol fuzzing. Now, protocol fuzzing might actually be something that's interesting for Go. Typically, where we have seen people using fuzzing technologies is for implementations of protocols. For example, HTTP, IPv4, IPv6, there's hundreds of them. But these have all been typically written in C. Now, Golang being a great language for writing fast, efficient code, we're actually seeing protocol implementations being written in Go now. So protocol fuzzing might be something that's very useful there. The final two, and this is what we're going to talk about for the majority of this talk, is static analysis or static application security testing and software composition analysis. And these are really looking at the proprietary code that you're writing and also the open source that you're bringing into your application. So in Synopsys, we have two tools for doing this. They are called Coverity and Black Duck. We'll have a quick look at the tools, but I really want to get across the technologies and how they work. So what sort of issues are we looking for? Now, I'm going to concentrate today on web applications. Now, of course, a lot of the things that Go are used for are also public facing, but maybe not what you would interpret as web. But anything really that's using HTTP as its transfer mechanism,
using REST APIs. These are the sort of things that we're looking for. And the good place to start is the OWASP top 10. Now, there are security issues outside of this, of course, but it gives you a good idea of the things to look for. This top 10 is really there to provide a checklist of sort of things that you should be looking for when it comes to application security. And a lot of these you'll probably already come across. So for example, in the A1 section, we have things like path manipulation, SQL injection, OS command injection. In the A2, so things like weak encryption, and then in A6, we have things like stack traces and error messages. For example, if you ever come across an application on the web and it crashes and you get a 404 error message, not 404, a 500 error message, sometimes it will print out the stack trace. And that information is not a good idea to give away to hackers because it tells them about the application. It gives them inside information. So if you haven't looked at these already, it's worth looking it up. The OWASP top 10 is updated on a regular basis. And if there's one message I can get across from this talk is that just training and just being aware of these different issues and how to prevent them in your code will make a big difference, regardless of if you use tools. So when it comes to the OWASP top 10, the technologies we're going to talk about, static application security testing is going to cover A1 to A8 and A10, but software composition is going to cover A9. Okay, so let's talk about static application security testing, or SAST. I'm going to call it SAST from now on, just to save some time. But you might also have heard of this as being static analysis. So how does it work? So when you're running SAST, which is run on your source code, in most cases, some tools do actually run it on bytecode for languages like Java, but in general for Go, you're going to be looking at source code. The code is decomposed into what we call an abstract syntax tree, or AST. And this is really an internal representation of your code. So you can see here in this particular function, we have a while statement and a return statement. And then within the while statement, we have a comparison. And then inside that while, we'll have a branch. And you can see here how the code is decomposed into this tree. Static analysis works by iterating through this tree and finding issues as it goes. Now, I've used the word checkers here, but in Go, this is what we would call a linter. And actually, Go has very good sort of linting abilities. And I would strongly recommend, we'll talk a little bit about it later, strongly recommend that if you're not using the Go linters now, do use them. They are very good compared to other languages, and it's definitely worthwhile getting used to that, using them. So these checkers or linters will walk through this tree and try and find an issue. I always take an example here from C because it's an easy one to understand. Imagine you are looking for resource leaks. So in C, you're going to use a malloc to allocate some memory and then a free to release it later. So as we're walking through the tree, we're going to look for any case where there's a malloc statement. And then once we've found that, we're going to go through the tree and look through all of the different branches of the tree to see if we can find a free. Now, if we find a free on every single branch, then good. But if we don't find a free, then we can highlight the branches where this has not happened and point these out to the developer. Now, because we're working methodically through this AST, it allows us to test effectively every single path in the code for whatever your linter or checker is looking for. So you can see here that as we go through, there's lots of different paths as we're going through the code. And effectively, this allows you to test all of the code. And now, if you're looking at writing unit tests and you're trying to get to that magic 100% path coverage and condition coverage, you know that that's a lot of work to do. Now, I'm not saying this is replacing unit testing, but it works because it does this and goes through every single path. It's a good way of checking that every path of your code, however unlikely it is going to run, is finding, and we can find issues in that.
Okay, so it sounds fantastic, but what are the limitations of this? So static analysis can be prone to false positives. Now, it's important to understand what a false positive is. It's where the tool gets it wrong, meaning that what the tool shows is not a true positive. That means it's not a real issue. Now, it's important to make sure that when you're rolling out static analysis to a development team, they understand exactly what this false positive means. It doesn't mean that it's wrong, but I don't want to fix it now, or I don't think that's ever going to happen because it's down a path that is unlikely, given code elsewhere, ever to go down. These are what I would call intentional problems, and then you can always mark those as no, this is genuinely a bug, but it's never going to go wrong. Now, the reason I feel so strongly about this, in one of my previous companies, we managed to partially take down a phone network. I won't say who it was, but it was in a mouse-based theme park in the US because somebody had marked something incorrectly with our static analysis tool. It was a problem which they thought wouldn't happen because they didn't understand what the false positive was, and unfortunately it did go wrong, and there was a big problem. So I won't talk about that anymore, but it's important to make sure that everybody understands what the false positive is. Static analysis can be slow for very large code bases. Modern software development really is focused on being able to commit your code, run its tests, run any analysis quickly as part of a pull request or as part of the CI/CD system. We can analyze code bases, huge code bases. We have customers who have 15, 20 million lines worth of code in a single code base. And of course, that can take a long time to analyze. So for those cases, we tend to run it out of band, meaning that we don't run it as part of a CI/CD system. But for languages like Go, where the code bases tend to be smaller, yes, you can run it as part of your CI/CD system. And as long as you're willing to accept maybe a 5-minute delay, then that's okay. This would also be something that you would decide when you saw how long it took to run. And finally, static analysis can't find all quality and security issues. Issues around configuration, maybe the way that you've set up the web server or something like that. Not all static analysis can find these, but it is getting better. You'll find that linters and our checkers are now looking not just at code, but also at configuration files. Where you have designed some project badly in the fact that there is a security hole there that's nothing to do with the code is written correctly, but it's just the logic is wrong. And also dynamic issues, so things which have happened by virtue of runtime effects. Doesn't affect Go so much, but some languages where you're not mutex locking and threading issues can be a real problem. So before we talk about the commercial tools, I just want to say that static analysis for Go is pretty good. You actually have hundreds of linters which are already written. The false positive rate on these is usually very good. Now, of course, if false positive rates are too high, developers tend to ignore the results and don't use them. It's the same sort of thing that if you're driving down the motorway and there's signs saying slow down, and you never actually come across an accident or never come across any problems, you tend to ignore them. Same with checkers, same with linters. If they report things too often, you ignore them and switch them off. So I would advise you that you go and look, if you haven't done already, go and look at Golang CI, and this is a wrapper that allows you to select different linters that have already been written, easy to configure, and it gives you a consistent output. In terms of security focus, which we're particularly interested in today, you already have the GoSec project, which looks for various linters, various issues in security, and you can use this to find security issues free of charge. Now, of course, I'm here to talk a little bit about the commercial tools as well, and what is the difference really between the commercial tools you have and the open source ones. So the commercial tools are looking at sort of more complex issues. So we're talking about full data flow analysis and a complex presentation of results. We also tend to have more workflow tools and CI/CD integrations.
IDE plugins and reporting as well. Usually the workflow is really what people want, to make sure that we are enforcing quality and security across lots and lots of different projects, not just setting it up for running for 1 or 2 developers. And finally, we typically focus more on security and OWASP top 10 issues. Okay, so let's have a look at a couple of examples. I've got my server up here. I'm just going to bring up and show a couple of these. What we really want to show, I'm just going to make that a little bit bigger. So what I wanted to show really was the detail that we can go down to when it comes to looking for security issues. You can see on the right-hand side here, we are looking for a journey between what we call an untrusted source or tainted source all the way to where it might get used. And you can see here that we actually go through a number of different projects. That's a number of different Go files. And these might belong to, different projects or different dependencies. So I'm not going to go into a lot of detail on this problem here, but it's really where we are getting data from the outside world. And you can see here, we can actually drill down into the stack trace and go all the way down. And it shows you all the details relevant to the actual lines of code. So we can go down, drill all the way down there and find out where this data is coming from. And also where that data is being used later on. So you can see this is being used. And what we're looking for in between there is some form of sanitization. Now, I don't think this particular problem is actually exploitable, but it's just a good example of the depth of analysis that we have in the commercial tools. Now, commercial tools also have sort of quality linters as well. And I always like to show this because developers love it. I used to find these sort of problems all the time, and that's what we would call a copy and paste error. Now, I've had a look to see whether there's an equivalent linter already for Go. There are some similar ones, but nothing that quite looks like this. So you can see here that we have a piece of original code, and you can see that it's got rename pattern here, and then rename pattern here. But we've copied and pasted this. And I'll put my hand up and say this is something that I've done before, and we've changed that to rename replacement, but we've not actually checked what the string that we're checking here, the length here. And this is something that's really easy to do. You can see here that this piece of code has probably been copied 3 or 4 times. Somebody's sent you a message on Slack, or somebody's texted you or something. You've got distracted and you've forgotten to do the change here. So our commercial tools have a lot of these sort of checks where we're looking even at statistical analysis. We're looking at the returns from functions, how many times that you've looked at the return from a function, have you taken an action based on that? And then maybe the next time you look at that function and you haven't done, we'll pick that up and highlight that to you. Okay, so that was a quick look at static analysis. So now we'll move quickly on to software composition analysis, or SCA. And this is really about looking for issues in your open source. Now, we all use open source. It's something that I don't think we could do without these days. We use it a lot, and it's very useful to us. I mean, we wouldn't be writing all this stuff from scratch. So how does this get into our projects? Mostly it comes from direct dependencies. So this would be something that you have your Go mod file where you define what exactly you want to use, but also side installed packages. Again, Go didn't really have a proper package manager when it first started. So, it might be the case that you have open source, which you've just downloaded from somewhere, obviously usually from GitHub, and you've checked in as part of your code base. And maybe you've modified it as well. The source, it might also be the case that you've copied individual source files from those open source packages. And this is quite often the case when you want to just use one part of an application rather than the whole thing, and you don't want to compile and potentially link all that stuff together. And also libraries. If you're using mappings for a C library, you're going to link that C library in as well. Now, the real risk from this open source is, finally, we have containers as well. If you're storing all your stuff into a container to be used for later testing, that's going to also bring in open source that you might be reliable for. So what are we looking for in this open source? We're really looking for the same issues that we talked about before.
But instead of actually analyzing the source code itself, we're looking to highlight known issues that have already been discovered by somebody else. And once we've found those, of course, we can change the package or potentially do a workaround to mitigate them. I'm not going to cover it today, but also licensing is important. Licensing of open source can be tricky. In the Go ecosystem, it's not really that much of a problem, but in some other ecosystems where you have licenses which prevent you from using that software unless you open source your whole application, then this might be more of a problem. It does occur in Go, but not to such a large degree as other languages. So we use these different ways of getting open source in, and our tools can help actually scan all these things. So we look at the dependencies, we look at the file system, we look at each individual source file for snippets of open source. We can use binary analysis to look at linked-in libraries, and then also scanners on Docker to look at the containers. So we found all our open source. How do we know it's vulnerable? Now, for most tools that are used, the open source ones, they're going to get their information from two places. First of all, maybe from security advisories, and then also the National Vulnerability Database. And this is where we get things like CVE numbers. And then these normally go to the developer. Now, there is problems with the National Vulnerability Database in the US. It can sometimes take 3 weeks or longer to actually get information into there, and then at that point, it's maybe not even complete. It's maybe reporting the wrong versions, and also maybe doesn't have any detailed information. Now, there are tools like Dependabot. I'm not going to talk about it in detail. These are really good, and these take information from things like GitHub, but they are really only looking at one source. So as long as it's reported in GitHub, then you're fine. Now, the tools that we have in Synopsys actually take information from all these different places and allow you to find information quickly. So while it might take a long time to get what we call a CVE number from the National Vulnerability Database, the Black Duck stuff can respond really quickly and help you provide more information, accurate information, and also workarounds and detailed information. So just to talk a little bit more in detail about that, we had a recent example where something had been reported by Apache, and they had said versions, I think it was 1.1 and 1.2 were vulnerable. Our own Black Duck security team had looked at this, and they had discovered that actually version 0.9 and 0.8 were also vulnerable. So we let Apache know, responsible disclosure. The Apache site was updated in a couple of days, so that was great. The information was there. The National Vulnerability Database in the US were told on the same day, and it took them 6 months to update. So using the National Vulnerability Database as your single source of truth is not a good idea. That's why our Black Duck tool actually uses both these security advisories, security companies, researchers to provide detailed information. So let's have a look at the sort of information that you get out of these tools. I also want to say at this point, just because we have a vulnerable package doesn't mean that your apps are also vulnerable. Quite often, some packages have lots of vulnerabilities. I'm going to take the example of the Linux kernel. That may have like 200 vulnerabilities in it, but that's not necessarily for all of the parts of the kernel. You might be not using a driver which has a vulnerability. Therefore, you don't need to take any action. The same is true with some of the larger open source packages for web applications. There might be a vulnerability in some templating function, but you're just using a REST API and it doesn't apply to you. So whenever it comes to looking at security results, it's important to actually go through and look at what is being created, what vulnerabilities are there, and whether or not you actually need to fix them. So in this particular case, I took a Go package here. There's only medium vulnerabilities, and only one of these actually has an exploit. So you may need to mitigate that, but the other ones you don't need to go through. So tools like Black Duck help you understand this by giving you lots of information on how to fix it,
Also information on workarounds. Maybe there's a way you can actually fix this without having to upgrade the package. Now, upgrading the package, of course, means you have to go through testing, and maybe even that the interfaces have changed and you actually need to do rework. So in some cases, having a workaround can be a good thing to do. So finally, that we can put workflow around this as well. And this is really one of the big differences with commercial tools, is the fact that we can put workflow around issues. We can actually specify whether you need to fix them, and also look at differences. So we can scan this once. You can actually look at the issues and say, well, actually, no, I don't need to fix these. You can scan it again and look for changes, see if there are new packages that are being used and anything that you might need to fix there. So you've gone through, you've looked at all of your security vulnerabilities, you've fixed them all. Is that it? Well, no, not really. The whole thing about known vulnerabilities is that at some point they have to be discovered. So when it comes to releasing a piece of software, as soon as it's gone live, there may still be vulnerabilities in it, and these might be discovered afterwards. So tools like Black Duck will monitor your bill of materials. That is the list of all of your open source, and it will talk back to our knowledge base. And if there are new vulnerabilities, we will find these and send these. The guy's running there because he's panicking because of his new vulnerabilities. And of course, we can alert you by these via email, of course, but also we find that we get a better response if we talk to people on Slack or Teams as well. Okay, so thanks for listening. I'm just going to have a quick wrap up. Who should be using SAST and SCA? Well, everybody. There are good free tools available now, and you should be using them. Use the Go linters and use tools like Dependabot. Commercial tools are going to be typically used by companies who want to enforce a standard across a company. They maybe need support for more than just something like Go, maybe Java, C#, and mobile languages as well. And they have need support for many different web technologies and frameworks. And finally, which is the best technology? Now, the best technology is actually the developer. Making sure that the developer is trained on security will actually be a much bigger benefit than using these tools. The tools are great and they will catch things, but having people know this information and actually train on the OWASP top 10 is a very good thing. Now, Synopsys can do training courses. There is plenty of free information out there as well. Finally, if you want to know more about Synopsys and our products, you can obviously contact us. We have our partners in Russia called Rainbow Security. They're based out of Moscow. And of course, outside of Russia, you can contact our normal sales team. I won't talk any more about the sales team. Thank you very much for listening, and I hope you enjoyed the talk, and I'm quite happy to answer any questions. Thank you. Okay, Rob, thank you very much for your talk. As I said before, I'm the person responsible. Your talk is on our conference, you know, and as I mentioned before, it was at least 2 times in my life, and then it would be cheaper to bring tools like Synopsys tools or something like this to our routine rather than deal with consequences. So, do we have any questions at the moment? Looks like looks like we don't have any questions in chat, in text to your talk. So would you be able to go to the special chat? And probably people who are waiting for you in this special chat to discuss your talk. Yeah, that's no problem. Thanks very much for the opportunity to do the talk. I'm going to say, just in case anybody's still watching, the one thing that we wanted to get over is use the free linters. Even if you don't buy a commercial tool, use the free linters. They're very good for Go. Okay. Thanks. Thank you very much. No problem. Thank you. Thank you.
Итак, коллеги, мы снова в эфире. Мы продолжаем нашу программу с докладом Егора Гришечка о том, как они разрабатывают в Uber. Егор подал на конференцию 4 доклада. Мы в ПК долго думали, какой из них взять. Взяли тот, который про то, как нам быть с большой, реально большой монорепой. Итак, Егор Гришечка, как мы разрабатываем в Uber? Всем привет, меня зовут Егор, я работаю в датском офисе компании Uber. Этот офис занимается в основном инфраструктурными проектами. У нас есть пара человек, которые пишут Uber Eats, но я непосредственно тоже работаю над инфраструктурным проектом. И сегодня я хочу поговорить с вами о том, как разрабатывают в Uber и как непосредственно разрабатывают сам Uber. Перед докладом я хочу дать небольшой дисклеймер, что любые ассоциации с некоторыми персонажами, приведенными в докладе, не имеют никакого отношения к живым или мертвым людям, и это скорее собирательный образ. Давайте еще раз поговорим обо мне. Меня зовут Егор, по версии нас меня зовут Игорь. 16 марта 2020 года я вышел на работу в компанию Uber, в проект, который называется Один. Я не смог прикрепить картинку проекта, потому что она в векторе, и каждый раз, когда мне ее надо достать для какой-то презентации, я испытываю боль и просто использую какую-то дженериковскую из интернета. Данный проект, если его просто объяснять, представляет собой stateful Kubernetes для баз данных Uber. То есть мы управляем базами данных Uber, раскатываем их на компьютеры, поддерживаем их в синхронизированном состоянии и так далее и тому подобное. У нас, конечно, есть официальное название, но оно меняется примерно раз в 2 недели или 2 месяца. Последнее, то, что я помню, это Stateful Storage Platform. Сейчас от этого осталось только stateful, и поэтому давайте поговорим. Так вот, с чего обычно в ходе сегодняшнего доклада я хочу вам рассказать, как я непосредственно вышел в Uber, как я ознакомился с гайдлайнами разработки, и думаю, это максимально прозрачно осветит все те процессы, которые происходят для разработчика, когда он выходит в компанию, или же работает в ней уже какое-то время. С чего у нас обычно начинается работа? Мы получаем рабочую машину. Можно сказать, что по умолчанию в Uber используются MacBook'и и, соответственно, macOS, потому что когда ты на он-коле, чтобы ты мог взять машину домой, куда-то подключиться, потому что есть такое, я не знаю, прописано оно где-то, но негласное соглашение, что когда ты находишься на он-коле, ноутбук у тебя всегда в какой-то доступности. Но я видел пару человек, которые пользуются Linux, я не знаю, каким Linux, но у них какие-то делы, и, по крайней мере, у нас в офисе есть один человек, который все делает на винде. Но он менеджер, ему, наверное, можно. Так вот, в первый день мне выдали Mac и сказали, настраивай. Первым шагом при установке, как, наверное, происходит в большинстве крупных компаний, вы делаете brew install все. И вот этот brew install, по сути, он и звучит, что установи мне, пожалуйста, весь Uber. Нет, он не накатывает какие-то пользовательские приложения, но он накатит вам Python 2.7, pip, что-то для Java, что-то для Hadoop, какие-то CLI, даже если они вам не нужны. При этом там достаточно большое количество legacy инструментов, и это все равно все ставится. И ставится это достаточно долго. В моем случае каждая попытка занимала примерно полчаса, и, как обычно, у нас все не работает. И где-то с 3-й или с 4-й я смог установить весь софт. Второй важный пункт – IDE, или среда разработки. Что я могу сказать? Нету каких-то четких прописанных гайдлайнов, в чем вам писать код. Большинство разработчиков, по крайней мере, то, что я вижу, то, что я наблюдаю и общаюсь с людьми из Штатов, используют 2 редактора. Это либо Golang, либо VS Code. При этом VS Code идет сразу в поставке софта базового, который есть почти на каждом ноутбуке, а Golang надо отдельно доставить. Это не вызывает каких-то проблем.
Следующим шагом является установка монорепы. И монорепе в моей сегодняшней истории будет посвящен изрядный такой кусок, потому что, с одной стороны, как знаете, в нашем мире нет ничего черного, нет ничего белого. Вот в случае с монорепой это максимально серая сущность, которая имеет свои плюсы и свои минусы. Так вот, я хочу вам представить нашего второго персонажа текущего доклада. Это собирательный образ всех тех людей, которых я мучил на протяжении первых 4 месяцев с вопросами. Назовем их наставник. Так вот, это вот абстрактный наставник, которому я задал вопрос после того, как я склонировал монорепу. А зачем она нам нужна? В ответ на это я получил действительно вечер удивительных историй, потому что установка IDE, установка всего софта и прочего у меня примерно заняла часов 7. Так вот, давайте приступим к этим чудесным историям. В 2016 году один из стафф-инженеров Uber давал доклад на Go-to конференции. Стафф-инженер, если кто не знает, это L6 и L7 уровни в линейке грейдов больших компаний обычно, ну то есть это уже такое. Если переводить на русский язык, это архитектор, сеньор-архитектор и вот в ту сторону. Я даже не знаю, есть ли какие-то более технические должности в российских компаниях. Ну, где-то, наверное, есть принципы. Вот, и в 2016 году он давал доклад, в котором рассказывал, что в Uber в мае 2016 года было 8 тысяч репозиториев. Да, это 8 тысяч репозиториев для разных языков, для разных платформ и так далее, но цифра-то значительная, а давайте представим, что прошло уже сколько? Примерно 5 лет. Ну, не примерно, прошло уже 5 лет. Так вот, сейчас в Uber существует 3 основных языка разработки. И даже можно сказать, что 2. Это Java для каких-то бизнесовых вещей и Go для инфраструктуры и все, что связано с инфраструктурой. Еще очень много кусков Python встречается и там, и здесь, но постепенно от него переходится, и все пишется на Go. Так как я работаю в инфре, я постоянно работаю с Go-кодом. Я буквально пару раз трогал какие-то питонистые файлы, которые содержали какое-то важное легаси, но мы все постепенно переписываем на Go. Так вот, зачем нужна монорепа? Первая основная причина в том, что картинка, позаимствованная из какой-то статьи Mozilla, что dependency hell реален. Dependency hell реален, он случается, и первая история, которую мне рассказали, это о том, что когда у тебя много репозиториев, у тебя начинаются большие проблемы с зависимостями. Ну, я не мог не использовать хорошо известную картинку про Node Modules для Node.js, что они используют очень много библиотек. Ну и мы, в свою очередь, используем тоже очень много библиотек. У нас есть вендоринг, мы туда складываем. И чем больше мы библиотек используем, тем больше вероятность, что у нас может получиться проблема так называемого diamond dependency. Это когда наше приложение ссылается на 2 библиотеки, которые, в свою очередь, ссылаются на одну библиотеку, но разных версий, что, в свою очередь, ведет к раздуванию вендора, ведет к проблемам с зависимостями. А теперь давайте представим, что мы не особо контролируем эти библиотеки, или мы контролируем библиотеки, но мы не можем влиять на их релизный цикл, или нам нужно катиться в продакшн, когда нам нужно катиться в продакшн, нужно ли нам ждать это, нужно ли нам ждать то, и так далее, и тому подобное. Также, как я уже отметил, эта картинка взята с сайта Atlassian, пусть вас не смущает атласиновский логотип. Существует достаточно большая проблема с сервисами, ну или микросервисами, когда у вас есть несколько бизнесовых сущностей, которые разделены на сервисы, которые плотно общаются между собой. Когда вы владеете всеми ими,
наверное, достаточно просто катиться, потому что вы примерно представляете граф зависимостей. Но когда вокруг вас существует большое количество команд, которые пользуются вашими сервисами, вы не всегда можете представить граф зависимости вашего проекта. Его достаточно часто проблематично построить. И опять же, возникает проблема, что делать с релизами, когда катиться. И мне рассказали чудесную историю, что даже еще до появления монорепа в самом Uber моя команда сделала такой репозиторий, который назывался мега-репо, и в него, ну, грубо говоря, клали весь код, который непосредственно Одина и саб-проектов, которые имели какое-то отношение к доменной области. Так вот, еще одна проблема – это какие-то базовые библиотеки. Отдельно и развернуто о базовых библиотеках Uber я поговорю примерно слайдов через 20, но основная суть в том, что давайте представим, у нас есть два репозитория, и каждый из них ссылается на Tele, причем разных версий. Tele – это такая библиотека для эмитинга метрик, стандартная, опять же, уберовская. Вот. Давайте представим, что их два, они ссылаются на Tele разных версий, а потом приходит обеспокоенный девелопер и говорит: ребята, нам срочно нужно обновиться на 3.0, если вы это не сделаете, вы сгорите, или взорветесь, или у вас кэши потекут, или еще что-то. Наверное, когда у вас два репозитория, это не проблема сделать. Давайте представим, что у вас 2000 репозиториев на Go, и там еще параллельно 2000 репозиториев на Java, и там еще немножечко репозиториев на Python, и все они ссылаются на разные версии библиотеки. Сколько времени у вас займет обновить это? Причем это достаточно критическая вещь, потому что если библиотеку используют все, любая маленькая проблема может как бы сломать все. Монорепо частично, ну не частично, монорепо решает эту проблему, потому что в случае Uber у нас один Go-мод на всю монорепу, в него заимпортирован, наверное, весь мир, потому что я, сколько бы не хотел использовать новых библиотек, я один раз всего лишь столкнулся с проблемой, что библиотека не заимпорчена в Go-мод, ее нету, ее нужно добавлять. А, соответственно, новые зависимости сторонние добавляются через команду монорепы, с ними надо разговаривать, они не очень охотно добавляют зависимости. Я, честно, не знаю, как было изначально, но мое такое предположение, что когда монорепу анбордили, в нее просто влили все собой популярные библиотеки, и с тех пор периодически бампают их версии. Но, то есть, если вам нужна какая-то библиотека, скорее всего, она уже есть в монорепе, либо кто-то ее уже заимпортил. Так вот, и еще одна проблема связана, достаточно большая проблема, связана с новыми фичами в микросервисном окружении. Давайте спросим себя, нам нужно разработать какую-то абстрактную фичу, добавить метод и протащить его через, допустим, 20 сервисов или 30. Сколько циклов вот нашей этой разработки с ревью и совсем займет эти, грубо говоря, правки в 20 репозиториев? Как быть уверенным, что мы обновили весь граф своих зависимостей? Опять возвращаемся к тому, что мы не всегда можем знать наших консюмеров и не всегда можем построить граф зависимостей. Иногда бывает репозиторий без владельца. На самом деле это моя достаточно такая свежая боль. Летом я проводил масштабную миграцию, и даже в условиях монорепы я иногда страдал, потому что бывают куски кода, в которых просто нет владельца. Вот так получилось. То есть люди даже работают в компании, они работают в других местах, в других местах компании, в других проектах, но за код никто не отвечает. Да, есть какой-то суперадмин, он тебе поставит галочку, скажет: да, вливай. Но, опять же, давайте сравним. Если ты будешь делать это в рамках монорепы, ты, по крайней мере, сможешь это найти. Или когда какой-то код, который чудом еще работает в продакшене, будет сломан из-за того, что ты что-то поменял. Не очень круто. Соответственно, продолжая, развивая тему, монорепа очень сильно упрощает процесс CI/CD в таких системах, хотя бы за счет того, что когда ты изменяешь какую-то часть кода, ты можешь быть спокоен, потому что тесты будут запущены и билды будут запущены на все проекты, на все части кода, которые могут быть заэффекчены твоим изменением. Давайте представим, что мы изменили какой-то базовый репозиторий, изменили метод.
И современный инструментарий позволяет при билде, грубо говоря, запустить все 6 или 7 сторонних проектов, которые как-то заффекчены вызовом твоим репозиторием. Допустим, у них написаны какие-то интеграционные тесты, которые тебя дергают или еще что-то, все, ну, как бы, все запустится. Ну и как дополнительная информация, как средство в монорепе мы уже, я даже не знаю, пытались ли ее запускать на стандартных тулах. Я слышал чудесные истории про билды на make-файлах, но сейчас во всей монорепе используется Bazel. Bazel – это, по сути, внутренняя тула Гугла, которую они в свое время успешно заопенсоршили. Это тула для билда ваших приложений. Она работает достаточно примитивно именно с точки зрения пользователя, то есть у вас в папочках лежат какие-то декларативные описания того, как и что и почему вы хотите билдить, какие файлы, потом оно как-то так группируется в рутовые декларативные описания и так далее и тому подобное. То есть у вас такая получается дерево декларативных описаний, и по которому, соответственно, потом билдится проект. Но как бы про Bazel можно рассказывать долго, это, наверное, ему можно посвятить целый отдельный доклад, поэтому, если вам будет интересно, можете перейти по ссылочке, почитать, или почитать white paper Гугла, или поискать информации. Bazel достаточно популярен, по крайней мере, среди больших компаний. Ну и если вам интересно про монорепу, я советую вам почитать информацию, переведенную по двум ссылкам. Первое – это непосредственно инженеринг-блог Uber, в котором команда монорепы, которая делала это все чудо, рассказывает, почему и как они сделали. И вторая – это white paper Гугла, в котором они описывают, почему у них вообще монорепа, каким тулингом они используются. И вот white paper Гугла объясняет вообще все, зачем существует монорепа, когда она вам нужна, на каком скейле и так далее и тому подобное. Ну и пару забавных фактов о монорепе. У нас более 1000 вызовов TeleGoach. Это такая метрика, которая хранит свое текущее состояние. Больше 10 тысяч вызовов TeleCounter. Размер монорепы со скачанным вендор сильно больше 10 гигабайт. Он немножко не дотягивает до 20, но он достаточно большой. И у нас примерно 1500 вызовов FXNew, то есть это бутстрапинг новых сервисов с помощью стандартного Dependency Injection Framework. Значительное количество. Также я любезно позаимствовал из статьи про монорепу Uber количество активных разработчиков в месяц. Это в начале этого года было примерно около 1000. И мы спокойно, я думаю, уже перешагнули 10 тысяч коммитов в месяц. Ну, то есть цифра достаточно значительная. Вот. И, наверное, такая смешная история, что если в Golang не выключить индексирование, то можно понять все шутки Android-разработчиков, которые страдают при индексировании Android-проектов. Ну, по крайней мере, раньше так было. У меня пара друзей есть. Если однажды я не выключил индексирование, потому что у меня Golang что-то глюканул, я его сбросил кэши, сбросил все, запустил и забыл выключить индексирование не на, грубо говоря, путь инфры. Индексирование у меня что-то заняло 3 часа, я не мог работать, не мог понять почему, а потом до меня дошло. То есть и в конечном итоге я не знаю, смогу ли я через энное количество времени пользоваться Golang, потому что вот у меня на работе 32-гиговый Mac, в самых плохих ситуациях, когда у меня чего-то много там открыто или он много простоял, у меня Golang может кушать 25 гигов оперативы или еще что-то такое. И я думаю, это проблема относительно отдаленного будущего, но она существует. Давайте теперь представим, что мне дали первое задание разработать сервис и влить его в монорепу. На что я, конечно же, ответил, а есть ли у нас стандартные библиотеки? И ответ – да, есть. Я думаю, многие из вас знакомы с стандартными уберовскими библиотеками. По крайней мере, по-моему, со всеми, кто я общался, знают, что такое Zap. Это такой логинг-фреймворк. Но давайте я приведу список
основных популярных библиотек. Первое – это FX. Соответственно, это уберовский Dependency Injection Framework. Насколько я знаю, до сих пор на рынке есть 2 или 3 более-менее вменяемых Dependency Injection Framework. Это FX, либо Wire от Google, либо все пишут свой велосипед. Вот на моем предыдущем месте работы мы тоже героически писали свой велосипед. Tele и M3 – Tele – это библиотека для сбора метрик в таком generic-like стиле, а M3 – это база данных для хранения метрик. Zap непосредственно фреймворк для логинга, чуть не сказал платформа. И такая интересная штука, которая называется RPC, и о ней я тоже сейчас немножко поговорю. Как я уже обмолвился, FX – это Dependency Injection Framework. Если вам нужно построить дерево зависимостей, если вы не хотите запариваться, если вы хотите, допустим, как там в Java или в .NET или еще где-то, просто написать в конструкторе интерфейсы или там класс или еще что-то, получить ваши зависимости и счастливо работать, это вот вам сюда. Рекомендую посмотреть, он достаточно удобный в использовании. Местами, конечно, мне кажется, он достаточно громоздким, но потому что я сторонник ручного построения графа зависимости, пока это возможно. Также хочу отметить, что было бы логичным, раз у нас есть сет стандартных библиотек, у нас есть достаточно большой тулсет стандартных модулей для FX. Это конфиги, это дебаг модуль, который импортит у нас какие-то стандартные метрики рантайма, провешивает нам pprof и так далее. То есть, когда вы стартуете новый проект, вы каждый раз не пишете, я не знаю, как парсить логи, вы не пишете, как провесить pprof и так далее. Все уже стандартизировано, вы вызываете, грубо говоря, FXNew, какие-то добавляете свои модули, добавляете свою кастомную бизнес-логику, и все, в принципе, работает. Давайте перейдем непосредственно к метрикам. Как я уже сказал, Tele – это такая стандартная библиотека, которая позволяет нам, грубо говоря, мы отправляем метрики через интерфейс, и дальше через провайдер, который мы подключаем в начале инициализации, отправляем их либо в Prometheus, насколько я знаю, поддерживается, либо в M3. Ну, в чем проблема? У Uber очень высоконагруженные метрики, и open source решения просто в определенный момент перестали работать. Вы можете на YouTube поискать, есть пару докладов на эту тему. Так вот, open source решения перестали работать, и поэтому Uber написал свою time series базу данных, в которой хранятся метрики, ей занимается отдельная команда, она менеджится на нашей платформе. То есть, знаете, это такая интересная ситуация, когда ты разрабатываешь платформу, используешь метрики и знаешь, что метрики идут через проект, который, грубо говоря, разворачивается частично с использованием твоей платформы. Это такая забавная ситуация. Вот. И соответственно, это time series баз данных, она заopen-sourcена, можете почитать, а также можете на YouTube посмотреть, какие проблемы были с метриками Uber и зачем это все сделали. То есть этим занимается отдельная большая команда. Zap, наверное, самое известное, то, что есть, это достаточно быстрый фреймворк для логирования. И такая интересная штука, которая называется RPC, это, грубо говоря, кастомный раппер вокруг JSON, Thrift и протобафа. Thrift – это как протобаф, только Thrift и Apache Thrift. То есть такой декларативный язык для описания RPC. И вы, грубо говоря, говорите, я хочу такой-то, такой-то, такой-то endpoint, запусти, пожалуйста, создай, и за вас это все будет сделано. Но опять же, грубо говоря, вы стартуете свой веб-сервер, который поддерживает несколько разных вариантов транспорта. Опять же, это все есть на GitHub, можете посмотреть, если интересно. Так как у нас есть стандартные библиотеки, сразу возникает вопрос, а что со скайфолдингом? Или какая-то структура проекта? Как это все работает? Ну и, соответственно, этот вопрос возник у меня. Мне на него ответили, что существует такая штука, которая называется Glue. И, по сути, это scaffolding CLI, который бутстрапит вам два базовых режима проекта. Первый из них – это FX,
и второй непосредственно glue. Если fx – это, грубо говоря, создание main Go, создание options Go и там какие-то регистрация стандартных модулей, там debug, конфиг и еще что-то, то с режимом, который называется glue, все немножко интересно, потому что, на мое удивление, в Uber, по крайней мере, рекомендуется для каких-то бизнесов, да и вообще в целом рекомендуется использовать Clean Architecture. Насколько я знаю из расписания, сегодня утром был доклад про ортогональную архитектуру или хексагональную. Это все примерно про то же. Я не буду углубляться, но суть в том, что нашу архитектуру сервиса можно представить как лучок или такой шарики, вложенные друг в друга. В центре у нас бизнесовые сущности, и, соответственно, есть какие-то интерфейсы, от этих интерфейсов лежит отдельная имплементация. Ну, это достаточно большая тема. Я даже привел 2 картинки, если что, чтобы кто-то заинтересовался. То есть все у нас строится именно вокруг наших каких-то доменных сущностей. Вот. Но, опять же, тема достаточно большая, вы можете про нее отдельно почитать, но от себя могу добавить, что то, что я видел в бизнесовом пути проекта, они достаточно часто реально используют Glue, реально часто используют какие-то вот такие Onion Architecture вещи. Но я работаю в инфре, мне сразу сказали, что, чувак, мы все делаем руками. И да, на самом деле, я ни разу еще не пользовался скайфолдингом. Обычно это как выглядит? Ты что-то пишешь, какую-то CLI-ку с флагами, и только в тот момент, когда ты понимаешь, что эта CLI-ка будет часто запускаться, или какой-то бинарь будет часто запускаться, или неожиданно это все стало демоном, ты провешиваешь fx и регистрируешь зависимости, чтобы у тебя не было боли с метриками, логами, и чтобы как бы все попадало туда, куда оно должно попадать, проплывало через систему, и ты не парился об этом. И да, еще очень важная вещь, у нас есть стайл-гайд. На самом деле про уберовский стайл-гайд я знал еще до того, как устроился в Uber. Он достаточно объемный, вы из него можете почерпнуть много всего интересного. Я могу сказать, что я на нем учился, как программировать на Go, он как-то сформировал меня как Go-разработчика, но в нем есть такой один пункт, которому я раньше не уделял внимания, а сейчас мне постоянно всплывает на ревью. Дело в том, что в текущий момент тулы особо не детектят эту ситуацию, и поэтому линтер иногда может сработать не совсем корректно, и у вас получится ситуация слева. Или, допустим, error group поместится на первое место, или FMT переместится в конец. И когда ты отправишь это все на ревью, первым замечанием, которое ты получишь, будет отсортируй импорты. Люди бдят. Следующий мой вопрос был, а где мы храним задачи и pull-request? На что меня спросили. А что такое pull-реквесты? Сначала я удивился, а потом я все понял. На самом деле на свете есть такая тула, которая называется Fabricator. И этот Fabricator – это очень что-то сильно похожее на GitLab, если вы с ним не сталкивались. То есть это такой портал, в котором можно заводить issue, в котором хранится код, там бейджики можно провесить и тому подобное и так далее. В общем, это что-то, что очень похоже на GitHub, GitLab и же с ними. Отдельно хочу отметить, так как мы его используем как основной инструмент разработки, мы активно используем его CLI, который называется Arc, и из этого вытекает достаточно интересная ситуация. Уберовская монорепа лежит в Git, но вот, наверное, я пользуюсь 5 или 6 командами. То есть это запулить мастер, создать ветку, переключиться на ветку, сделать пул и почистить, и миллион команд, чтобы почистить гид, потому что гид иногда ломается, он начинает кричать, что я очень медленный, пожалуйста, сделай гид prune или еще что-то. То есть это такая интересная ситуация. Иногда приходится искать какие-то решения проблем для гита, про которых ты даже не думал, что они существуют. Так вот, когда мы хотим создать этот pull request, который в рамках Fabricator называется ревизия, revision, мы пишем arc-div. И вот этот arc, еще есть пару распространенных команд типа arc-lint, arc-unit,
И когда мы пишем argdiff, он сначала прогоняет линтер, потом прогоняет юнит-тесты, потом делает какую-то магию, создает удаленные ветки, пушит в них код, его как-то забирает. И самая, наверное, единственная приятная часть, которая мне нравится, возвращает нам сразу revision URI. И мы так просто из консольки Ctrl-C и куда-то там Slack, Ctrl-V с вопросом по ревью, пожалуйста. Ну и получаем ответ сразу, что импорты не отсортированы, потому что линтер пропустил. Вот, соответственно, я вообще не знал про существование этих вещей до Uber, и это оказалось очень интересно. Ну и как бы под конец, отвечая на стандартные вопросы, мы сквошим, то есть мы не храним историю в гите, ну, то есть мы не храним все дерево истории, мы пользуемся, грубо говоря, подходом, что одна фича – это один коммит. В нем достаточно развернутое описание, в нем какие-то меты, ссылки на дифы, ссылки на людей и так далее, но как бы одна фича, а одно вливание в мастер – это один как бы коммит. Соответственно, так как у нас одна фича, один коммит, мы ребейзим. Я на самом деле всегда был сторонником мержа, но когда мы не храним никакую историю, ну, соответственно, историю ветвления наших веток, ребейс – это очень крутая штука, потому что лично в моей практике пару раз была ситуация, когда вам нужно зароллаутиться, очень легко отроллаутить всю фичу, ну, то есть откатить все, а не там половинку и думать, починит это или нет. То есть если же вы что-то сломали, вы откатываетесь полностью. Ну, и отдельный, наверное, пункт о том, какие тулы мы используем, чтобы это все мержить. На самом деле это все делаем не мы, а специальная штука, которая называется SubmitQ. Это очень сложная вещь, на нее написан white paper. Люди, которые ее писали, они выступают на каких-то конференциях, рассказывают, какие они молодцы и так далее. Но это очень сложная штука, которая позволяет не стоять часами в очереди на вливание в монорепу. То есть в моем случае, из моей практики исходя, я примерно жду мержа в районе 10 минут. Ну, как бы я приводил слайд, что у нас там 10 тысяч коммитов в месяц и 10 минут на вливание в мастер с прогоном всех тестов, ну, это не особо долго. То есть я даже не всегда чай иду пить, я просто там переключаюсь или обсуждаю что-то еще. Вот. Соответственно, после помещения нашего кода в мастер, запускается такая штука, которая называется udeploy. Она билдит артефакты и разворачивает их на продакшене. Сейчас все это будет переезжать на новую систему, которая называется App. Про нее была уже информация недавно, буквально вот 2 недели метап. App тоже разрабатывается в датском офисе. И вот буквально 2 недели назад был публичный метап, на котором про App немножко рассказали. Соответственно, есть инфа про udeploy. Это legacy-система, и с нее постепенно все будет уезжать на App. То есть после SubmitQ, вливания в мастер, у нас есть система, которая билдит артефакты и которая паблишит их уже непосредственно на продакшн. Продакшн и стейджинг и вообще компьют предоставлен такой штукой, которая называется пилотон. Про пилотон тоже есть white paper. Если говорить просто, это доморощенный Kubernetes. Я, конечно, слышу слухи, что, ребята, доморощенный Kubernetes, в ядре которого лежит Apache Mesos. Я, конечно, слышу разговоры от ребят, то, что они хотят сделать вместо Apache и Mesos Kubernetes, но я не знаю, чем это закончится, я не в этом проекте работаю. И, опять же, есть white paper про этот проект, и я, насколько понимаю, часть его даже за open source, вы можете пойти, можете посмотреть, как это работает, и, ну, просто посмотреть. Вот, и, наверное, последняя часть доклада, буквально пару слайдов, мы почти там. Следующий мой вопрос был, а где мы храним задачи? И я хочу задать вам супер загадку. Как определить момент, когда стартап становится кровавым энтерпрайзом? На самом деле, я должен сказать, что эта загадка не моя, а менеджера. Когда я утрясал доклад, я ему показываю, он говорит, а пошути. Я такой, ой, спасибо. Так вот, как определить этот момент? Посмотреть, где он хранит задачи. Если вы не поняли, что это Jira. На самом деле я застал проект и вообще момент становления компании. То есть я пришел примерно через 2 месяца после того, как закончился основной онбординг Go-кода в монорепу.
И то есть я еще застал момент, что было пару репозиториев, в которые что-то надо было вливать, потому что они были еще не в монорепе. А еще я застал момент, когда мы хранили задачи не в Jira, а в Fabricator, но сейчас все переехало в Jira, мы пользуемся Jira и везде Jira. Вот, и, наверное, последний пункт о том, чем вообще, как разрабатывается Uber. Uber разрабатывается, я не буду рассказывать про diversity и так далее, я расскажу про одну вещь. Инициатива и самостоятельность. Каждая команда очень автономна. По крайней мере, я могу с уверенностью говорить про инфру. Часто команды инфры владельцы самого кода, то есть у нас нету продукт-оунера, мы сами владельцы. Да, конечно, у нас есть техлид проекта, у нас есть супер-синьор инженеры, они как-то там утрясают планы на полгода, год вперед, но мы владельцы нашего кода, никто не приходит и не говорит: ребята, надо сделать это. Кто-то может прийти и сказать: ребят, нам бы хотелось, чтобы вы это сделали, но как бы решаем мы, будем мы это делать или нет. Ну и, соответственно, большая сила – это большая ответственность, но это достаточно такой интересный подход к разработке, то есть над тобой не стоят и не говорят, что надо там через 2 месяца сделать это. К тебе приходят и говорят: вот есть такой-то бизнес, и вот если мы сделаем там, грубо говоря, вот эту фичу, мы сможем это сделать, и там, вот, это очень абстрактно, но культура разработки в Uber, я был поражен. Она про самостоятельность и ответственность. То есть по умолчанию, то есть я покатил свой первый релиз на продакшн через буквально 3 дня после выхода, причем релиз на продакшн делался 2 кнопками. Сначала я его выкатил он выкатился автоматом на стейджинг, потом я нажал approve, и он уехал на продакшн. 3 дня. Продакшн Uber. Если я что-то сломал, как бы Uber, ну, не весь Uber, ну, потенциально часть Uber могла прилечь. В общем, такая интересная история. Ну, и я хочу поделиться несколькими ссылками. Первая – это ссылка на доклад примерно о том же, но с другой стороны, который давали в прошлом году. Вторая – это ссылка на большую статью с описанием тech-стека Uber. Третья – это видео инженерного блога. Четвертая – непосредственно инженерный блог. Иногда там очень интересно что-то пишется. Пятый – это статья про монорепу. Шестая – это ссылка на GitHub. И 7-я – мой Twitter. Подписывайтесь, я пощу фоточки Дании и иногда пишу про программирование. Ну и как заключающую мысль я хочу сказать, что я ожидал чего-то сложного, когда я вышел в Uber, но реальность оказалась даже немножечко сложнее. И я все еще осваиваюсь, и можно так сказать, что реально работать я начал спустя где-то 7 месяцев после выхода. То есть вот спустя 7 месяцев настал какой-то момент, когда я смог реально приносить много-много пользы, а не как 10% времени я приношу пользу, а остальное время я спрашиваю вопросы. На этом все. Давайте пообщаемся. Спасибо. Егор, спасибо. Вот у меня на работе тоже монорепа, и я прям несколько раз поймал ощущение, как будто я смотрю фильм ужасов. У нас есть несколько вопросов в чате. И первый вопрос: а как же dig? На самом деле, если вы откроете репу дига, там написано, что он лежит в основе fx. То есть fx – это такая очень достаточно… Его правильно назвать фреймворк для приложений. То есть не только для CLI, вообще это просто фреймворк для приложений, и он много чего умеет. И вот там прямо на сайте Дига написано, что… Ну, не на сайте, на страничке на GitHub, что он лежит в основе FX. Насколько я знаю. Я во внутрянку FX особо не лазил, потому что она достаточно большая, но вот, насколько я знаю, ситуация… State of art такой. Хорошо, спасибо. Я вот даже не сразу понял, о чем идет речь, но… Да, спасибо. Следующий вопрос. Бывают ли миграции фич между репами? Или, например, из небольшой репы идет миграция в репу верхнего уровня? Вот тут, наверное, стоит уточнить, что такое миграция фич между репами. Потому что, давайте я вам сейчас немножко объясню с другой стороны. В идеале, я так понимаю, это вот мои мысли, не как сотрудника Uber, а как просто как разработчика.
я понимаю, что Uber идет к модели Гугла, то есть что есть одна большая монорепа на все технологии, скорее всего, она будет тоже там на каких-то кастомных тулах и так далее, но это вопрос, я думаю, не ближайших 3 лет, может быть 5, 10 и так далее. На данный момент то, что есть, это большие монорепы под технологии. Насколько я знаю, у Android своя монорепа, насколько я знаю, у Java своя монорепа, и вот у Go своя монорепа. И там вот остались какие-то остаточные маленькие репозитории, там, в которых конфиги хранятся, или в какой-то фичи не очень большая, или еще что-то. Но я как понимаю, в идеале цель 99% гошного кода поместить, если не уже как бы поместили, в монорепу. То есть, что знать, ну, как бы, тут, наверное, надо уточнить Никакой вопрос. миграции не будет. Да, то есть, как бы, ну, а миграция в монорепе, ну, вы там файлик из папочки в папочку перетаскиваете, там, git add, argdiff, и вот это все. Не, еще сменить имя пэкэджа. Ну, да, конечно. Там... И ревью получить. А open source ли Glue? Нет. Поэтому про него всего лишь 2 картинки. И никакого кода, потому что он не open source. Вы можете найти... Ну, я, насколько знаю, и я доклад делал примерно месяца 1,5 назад, я искал, я не нашел. Но если вы поищите в уберовских исходниках, там очень много слова glue, потому что, ну, как бы Uber выливает свои исходники, и там иногда прям... Когда мы бутстрапим с glue, делаем вот это. Хорошо. Следующий вопрос. Как с такой монорепой обстоят дела с тестами? Как гоняются? Какие на каких этапах? Смотрите, тут же, наверное, возвращаясь к моему последнему слайду про инженерную культуру, команды сами решают. Лично у нас, вот на моем проекте, у нас есть юниты, такие псевдоинтеграция. Мы используем, там, допустим, TCD мы используем, и поэтому мы можем развернуть у себя локальный инстанс, который в in-memory будет крутиться, и поверх него написать юниты. И там есть некоторое количество интеграционных тестов, которые ходят к каким-то тестовым стейджинг-окружениям. Как это все запускается? Ну, в Base, то есть вы пишете просто обычные гошные тесты, ну, там, файлик тест, вы называете метод тест, вы передаете тестинг key, и когда вы разрабатываете, я лично вот разрабатываю в Golang, я их просто запускаю в Golang, и все хорошо. А когда идет diff, тут уже подключается Bazel, потому что я же, как говорю, Bazel – это очень большая история, но суть в том, что Bazel видит написанные новые тесты, он их прогоняет, и если ты задел какие-то части проекта, то как бы Bazel запустит тесты и на тех частях проекта тоже. А как бы как это все работает в облаке, там все очень сложно, долго, но я говорю, тот же самый сьют, по сути, гоняется в облаке. То есть у меня локальный сьют и сьют серверный нисколько не отличается. Опять же, Uber очень большой, я могу говорить только про свой проект. Даже я и про соседний проект, который сидит там через 5 метров, я уже не могу говорить, потому что у них все может быть по-другому, потому что они так решили. Егор, коллегия, когда подавал заявки на доклады, подал, как я сказал, 4, и одна из них была про Bazel. Но да. В комментарии попросил по возможности доклад про Bazel не брать в работу, потому что Bazel очень достал. Вот. Нет, я поддерживаю. То есть Bazel – это чудесная штука, потому что это лучше, чем монорепа на моих файлах, но как бы боль, страдания… То есть я просто из личного опыта иногда ты не понимаешь, что происходит вообще, почему тебе ничего не билдится, что ты делаешь, ты пишешь там, PS-AUX, грепаешь инстанс Bazel, убиваешь его с 9, и все начинает работать. Это вот самая частая история из жизни. Ну, серьезно, то есть я ноутбук не выключаю, там, я не знаю, у меня неделю может работать, я его сложил в рюкзак, пошел домой. И иногда Bazel же, он запускает локальный сервер на компьютере и сервис, ну, демона, по сути. Иногда этот демон перестает работать корректно, ну, что мы его убили, заново запустили. У нас даже, по-моему, я когда первый раз столкнулся, у Uber есть своя внутренняя инсталляция Stack Overflow, и я пошел искать проблему, и там прям первое решение, у него больше всего галочек, типа, убей Bazel, я его убил, и все заработало. Понятно. Хорошо.
Так, вопрос. Как определяются ревьюеры? Что относится к их компетенции, ищут по тегу? Смотрите, ну, это классическая, наверное, система. У всех проектов лежит файлик с метадатой, кто ревьюеры. Доступ, ну, грубо говоря, сейчас я вам так объясню. Грубо говоря, есть внутренний какой-то там набор средств, который позволяет создавать группы, которые ответственны за что-то. Вот есть, допустим, у меня проект Один, и вот есть группа людей, которые отвечают за проект Один. И в корне нашего проекта, грубо говоря, то есть у нас есть какой-то вот корень, под которым лежат все наши файлы. Там в корне лежит метадата. И метадата говорит, что когда происходит изменение суда, ревьюить может этот и вот эта группа. То есть я вот даже до Uber пару раз на GitHub это настраивал. Это достаточно просто настраивается. Ты указываешь, ну, грубо говоря, ты указываешь владельцев кода. То есть и владельцы кода, они же ревьюеры. Плюс есть какие-то, ну, как обычно, есть какой-то суперадмин там, или там человек из соседней организации в другой таймзоне, который есть, что-то горит, может влить. Есть какие-то emergency инструкции, когда ты можешь влить без апрува, потому что тебе надо все чинить, иначе все взорвется и так далее. Влить. И еще и тесты поканцелять. Да, конечно же. Там есть несколько, я недавно про них узнал, потому что я нечаянно все сломал, и мне надо было что-то быстро починить, и я такой, ой, и мне подсказали, я все очень быстро починил. Ну, на самом деле, там был реверт просто, и я ревертился без тестов, без всего, потому что надо было срочно. Ну, то есть, как бы, набор ситуаций на все случаи жизни. Вопрос от меня. Я там на одном из слайдов увидел глайд, вызов глайд. Вы его действительно используете до сих пор? Глайд? Там на самом деле это было в readme одной из тулзов. Я понял. Нет, у нас модули, то есть прям модули. Я так понимаю, open-source readme-шки, они не очень часто обновляются. Я не уверен, это мое, опять же, личное мнение. Я не знаю, как обстоят дела, но, как я понял, их не очень часто обновляют. Поэтому, как бы, ситуация. У нас вендор, у нас GoMod. Я как бы там рассказывал то, что у нас, наверное, все популярные гошные библиотеки скачаны скачаны. Да. Я кусочек доклада не слушал, поэтому не знаю, вы используете несколько GoMod в одной репе для того, чтобы раскидать по модулям? Я думаю, нет. То, что я видел, это один GoMod просто в руке и все. А там же что, помимо того, что GoMod отдельный набор зависимостей задает, еще Go-тест не пересекает границы модулей? Опять же, тесты запускаются Bazel. Да. Там свои рулы. То есть я же говорю, мы не используем. Вот студия, ты как бы студия, ты же Golang. Я просто по старой дотнетовской привычке все еще ID называю студией. Ты когда тесты запускаешь, ты можешь ее запустить на папочку, на файл, там даже, я не знаю, на несколько папочек. Ну, ты, грубо говоря, на ограниченный сет запускаешь. А когда ты запускаешь Bazel, ты можешь запустить на ограниченный тест, а можешь запустить просто, грубо говоря, все, что затронуто, протестируй. Я вот говорю, там вокруг Bazel уже написаны инструменты. Я не знаю до конца, как они работают, потому что их достаточно много, этим отдельная команда занимается. Да, был доклад от Uber про то, как они живут с Bazel и монорепой, как вы живете с Bazel и монорепой. Ну, да. Он был довольно подробный и печальный, потому что из него следовало, что совсем не все, что нужно для того, чтобы жить счастливо с Bazel и монорепой, оно находится в open source. Да, все именно так. То есть, как бы, я поэтому, насколько я понимаю, если у вас монорепа и вы хотите заюзать Bazel, вы должны быть готовы к тому, что у вас будет команда имени монорепы, которая будет писать тулы под монорепу. Да. Я же говорю, хоррор. Причем это сериал такой. Тут другой же интересный вопрос, как бы не всем монорепа же нужна.
То есть как бы и это вот, я не знаю, я просто много же общаюсь с людьми, бывает так, там знакомые и так далее. Мы начинаем обсуждать, и мне вот лично мое мнение персональное, что вот сейчас монорепа – это новые микросервисы. То есть все кинулись делать монорепы, но не всем она нужна. То есть Uber вот заонбордил по полному монорепу гошную полгода назад. То есть, ну, там реально, вот прошлой осенью ее еще не было. Были какие-то большие репозитории для проектов, но ее еще как таковой не было. Вот анборд полный, он произошел что-то весной, наверное. То есть я вот вышел в марте, и я так понимаю, я вышел там 2 или 3 месяца спустя после того, как все влили в монорепу, потому что еще как бы свежие были шрамы, люди там вздрагивали по ночам, и до сих пор иногда баги всплывают, потому что что-то поломали при миграции. Как бы... Да. Опять же, это шутка и моя личная позиция. Хорошо. Коллеги, у нас заканчивается эфирное время, начинается спешл время. Егор, спасибо тебе большое. Пожалуйста, загляни в спешл чат. Я уверен, Да, конечно. уже засели злобные любители мультирепы и ждут, как бы с тобой поговорить. Спасибо. Ну, конечно. Вам спасибо. Хорошего дня, конференции. Всем удачи. Спасибо.
И, коллеги, впереди у нас последний на сегодня доклад. Доклад от Стивена Богача «Going Serverless». Честно вам скажу, когда в 2010-х годах слово «облако» пошло в народ и вокруг превратилось в басворд, я первое время очень нервничал и поправлял коллег. Дескать, нет, это то, что вы называете облаком, это не облако, это система автоматизированного развертывания Virtual Private Servers, а облако настоящее – это Amazon Lambda или Google Cloud Functions. Это тот самый серверлесс, про который будет нам рассказывать Стивен. Это важная, полезная тема, и это наше будущее, потому что мы все меньше хотим знать о том, на каких машинах и операционных системах запускается наш софт, и все больше хотим его просто запускать. Потому что мы программисты, мы не хотим ни о чем думать. Итак, Going Serverless, Стивен Богач. Hello, everyone, and welcome to Going Serverless. Today we're going to be talking about different Go language design patterns for serverless deployments. And in order to talk about this topic, I basically want to have a story that we can work around. And our story is that we have the idea for an API that can basically take, any kind of, data object, store it, generate a key for it. Then you can use that key to retrieve the object, delete the object. And by default, the object will have some amount of expiration. And you can think of this kind of like a Snapchat type of functionality, given a piece of data, it'll only persist for some amount of time, and you can give the key to people to look at it. And because this is a brand new idea that we're not sure if it's going to succeed yet or not, we want to make sure it's cheap. So given that this is what we're trying to build, why would we use serverless? And there's a few reasons for that. Most serverless is basically usage-based payment. So, sometimes it's compute time, sometimes it's, memory, in the case of AWS Lambda, it's memory in time. Sometimes it's just purely runtime. You also don't have to worry about managing your infrastructure, which means you don't have to worry about, patching a server, any kind of operating system updates. And then you also don't have to worry about scaling. Basically, because of the usage-based pricing, the cloud provider is going to handle the scaling for you. And usually the pricing doesn't change regardless of the scale. So that makes it good for when you're running under low load, you're not paying as much. When you're running at higher load, you're paying more. But hopefully at that point, you're also making more money, so that's okay. So then some notes on serverless, because there's a lot of things that can be serverless, and we're specifically talking about serverless compute. And in serverless compute, there's a couple of different general types of solutions. There's the container-based solutions, which is basically anything that will host a Docker image for you, and there's everything from ECS and Fargate, and then there's managed Kubernetes options like GKS and EKS. But what we're really going to be talking about is function-based solutions, and that's AWS Lambda, Google Cloud Functions, Azure Functions. And the distinguishing feature for functions is that instead of taking an entire Docker image, all you have is you actually have code or a binary with a very specific entry point for a very specific kind of invocation request object. And sometimes that can be a cron job, that can be an HTTP request. And we're going to be talking about HTTP-based functions. So we know what we want to build, and we can think about how we want to build it. So we know that we want to deploy our API as a serverless function because of all the benefits we talked about. And we also, as Gophers, we also know that we want to have clear and idiomatic Go code. And ideally, we also want our developer experience process to be as seamless as possible. So we want it to be very testable, and we want it to be easy to iterate on. Now, there's a couple major options that we have when it comes to picking out our stack. And specifically, I'm talking about AWS Lambda and Google Cloud Functions. Now, the reason I mentioned these as opposed to Azure, for example, is that
these are the two that have a truly native Go support. In the case of Azure, you need to do some kind of funky wrapping of the Go code in order to be able to run it as a serverless function. Now, both of these cloud providers, AWS and Google Cloud Platform, they both have databases that we can use for API. In the case of AWS, it has S3, and in the case of Google Cloud Platform, it has the storage buckets. And both of these services also have lifecycle management policies that we can use to manage the time to live that we have on our objects. So that way, our code doesn't have to worry about expiring objects after a certain amount of time. We can just let our infrastructure worry about that. And for the sake of this talk, we're actually going to be focusing on Lambda. And the reason for that is that it's the most mature ecosystem in terms of Go support. And it's also been around, like AWS has been around for so long that they have the largest market share. And we want to basically take advantage of everything that AWS already has to offer. That being said, we will look at we will talk about Google Cloud Functions later on in the talk. Now, as a bit of an aside, just to help those who are following along with the code understand, everything that we're going to be talking about here is real deployable code, and I'll have a link to that here in a minute. And all of this is deployed using infrastructure as code tools, specifically Pulumi. There's other tools you can use, Terraform being one of the main examples, or if you're being very AWS specific, there's CloudFormation. And what these tools let you do is basically declaratively describe your infrastructure, and it can reproducibly deploy that without you having to interact with any UIs or anything like that. And in general, it's considered to be a best practice whenever you're managing your infrastructure. So now, that being said, let's get started. And here's the link to the code that I was mentioning earlier, and I'll make sure to call out where we are currently in that repo as you follow along. So we're getting started. We at this point, let's just say we don't really know anything about AWS Lambda, and we just start building our API. So as we're about to write our code, we look through the documentation, and we find out that actually we can't use just a native Go HTTP request as what our function takes. And the reason for that is actually AWS Lambda needs to take JSON encodable objects, and because the standard library's HTTP request actually has unexported fields, it's not actually a serializable JSON object. But there is already there's already a library we can use for this provided by AWS called AWS Lambda Go, and it exposes an object that is what we will get from our API gateway proxy whenever our Lambda is invoked. And as you can see from the function signature, it doesn't look anything like a Golang HTTP handler func, right? We would be expecting an HTTP writer and an HTTP request object. Instead, we're getting this context, this API gateway proxy request object, and instead of having no return, we're actually returning the proxy response object and an error. So now that we have that, there's enough fields in that request object for us to basically do our own routing, since obviously we can't just use a standard Muxer or HTTP router. And what we can do is basically use this to sort of dictate the logic, when are we going to be writing an object, when are we going to be retrieving an object or deleting an object. And the nice thing about kind of doing this right up front is that it's actually going to give us a little bit of decoupling from that non-native Go object. So basically, if you look at this post file method that we were invoking in the last slide, you'll notice that we're actually just taking string data, and it doesn't actually know anything about API gateway proxy requests or API gateway proxy response.
So it's, it has decoupled that, that very AWS specific layer. So doing this, we can, use unit tests to get a bit of coverage. We can effectively test, like say in this case, test the helper to see that we can extract our keys correctly from the path. We can, we can certainly test out our backend store. However, we are now kind of limited in how good our testing strategy is, because we've had to like mock the input, and it's input that we have no control over. Unlike, for example, an HTTP request, which we could actually, we can actually do a curl, or in the case of Go, we can actually, like usually we'd be maybe writing an HTTP test server and actually like making HTTP calls from the the unit test code to that test server. So what can we do in order to get more confidence? Well, because it's serverless, an easy solution is to say, well, we can deploy. We can just deploy our application, and since we have the infrastructure as code tools, we can do this reproducibly, and they're actually fairly fast. We can, the first deployment took about a minute. Subsequent deployments took anywhere between 15 and 45 seconds, and that's okay. However, the more and more we're deploying, and when you also add in compilation times, all of a sudden, like the development cycle time starts to add up, because it's not just, you can't just run your unit test from your, from your IDE or from the command line. Now you actually have to go through a full deployment. So what can we do to maybe navigate around this? So one option is LocalStack, and LocalStack is basically an open source project that aims to provide basically API fakes, like locally running API fakes of different types of AWS services. And they actually have fakes for quite a few of them, everything from API Gateway, S3, Dynamo. I believe they have Kinesis as well. And one of like the upsides is that theoretically, you can still use your infrastructure as code tools to deploy it. You're just going to have a different config that's going to basically override the different AWS API endpoints to point to like your locally running local stack. But it has a few downsides. The APIs aren't guaranteed to be 100% compatible or up to date. Also, there's no IAM integration, which basically is, in terms of actually doing a full system test, is certainly one of the places where like you might run into more issues. So it sort of falls short of what we want. It doesn't actually make our testing that much easier, and it also doesn't get us so close to testing a real world example where we greatly benefit from it, at least in my opinion. So if we're not going to use LocalStack, what can we do? So, instead of trying to figure out how, like using different deployment tricks, what can we do from our code, right? From like a language perspective, in order to make this like a little bit easier. So, to start with, if you're actually following along with the code, you'll actually see that basically we started off with all of our files just effectively being in the root of our directory. Everything's in package main, which worked fine as we're just trying to get a proof of concept up and running. But so to start with, one thing we can do is use a kind of more idiomatic package structure. We can actually basically put our binary package mains under CMD. We can use like internal package for shared libraries, and so on. Also, we like an HTTP package is basically the quintessential Go package. It's there's great examples for how to test it, for running, like I mentioned before, test servers that will basically host your Mux or HTTP router, and that way you can actually have real HTTP requests within your unit tests. You can also, finally, we can also basically abstract our store a little bit. Instead of worrying so much about it being
an S3 bucket that we're talking to, we can basically use an adapter pattern so that we can, either talk to an S3 bucket or maybe write, these blobs to memory. So if we look at our original code layout, like I said, everything was just at the root of the directory. No real organization. But now for our new layout, like I mentioned, we now have like that CMD package, which is where we have our binaries. Basically, each subfolder within that corresponds to a different Go binary. Then under internal, we have basically all of our shared common code, right? Like toy is would actually like host our server. Has all of the server code. S3 store basically has like the S3 implementation of our store. And HTTP errors basically just helps us do some translation from AWS errors to like a kind of idiomatic, or I shouldn't say idiomatic, but actually like RFC compliant HTTP status translation. So, like I mentioned before, we're using an adapter pattern here, and so this is what our server looks like now. And basically, like the server struct, just has an instance of store. It has the config that it knows about, and it has like a built-in router. And you can see that basically our store interface is the methods that we would expect given our API, right? Just get, set, and delete. And we have two different implementations of our store, right? Like I mentioned, we basically have like the in-memory implementation. We're protecting it with a mutex just because of any kind of like server is always going to be by default multi-threaded. And we also have our S3 implementation, right? So we can take advantage of this basically, and now we can see like when we start up our server, this is all very, just standard Go. We're specifically using the Go chi muxer, but you could use any router or muxer that you like. But this is basically like starting any other server in Go, regardless of as if you weren't using any kind of cloud functions. So that now lets us actually set up test servers, and like I mentioned before, in our unit tests. So here, like we're actually setting up the server. We're calling Go star, which means it's actually being served on a port. And then then with this, we can run our tests, and as we can see, we're actually making HTTP post calls directly to our test server. So this is, this gives us a lot more. This gives us more confidence. Now we're actually exercising more of the entry point. And we can get a better sense of how like all the code is working together. But you might point out, this is now going back to just standard HTTP. This has nothing to do with AWS Lambda. And you'd be right. Everything that we're talking about so far is more idiomatic. It is, it's more like what you're accustomed to seeing when you're writing Go. But it doesn't actually solve our original problem. So what we have now is that what we can do is basically translate our API gateway objects into standard HTTP objects. And we can either do this ourselves, just write some helper functions to, say take the HTTP request body, read it all into memory and put it into the API gateway proxy request objects, its body field. But there's already like several of these translation libraries out there, and there's one that's actually official from AWS Labs. It's called AWS Lambda Go API Proxy. And so what we can do is we can take advantage of these libraries to basically build two different binaries. And what I mean by that is we basically, like we already saw from our package layout, all the shared code is the same, but we're going to have two different entry points. One which is going to do the translation from HTTP to the API gateway specific objects, and another one that's just going to be like serving plain HTTP. And what this lets us do is lets us spin up a local binary that can actually host and receive commands locally. So we can basically, here I'm using HTTP, but you could be doing this with curl as well. We're effectively invoking our API,
we can test it out. We can, exercise edge cases, things that maybe we weren't ready to unit test yet. So this makes it a lot easier to test our business logic without having to fully deploy everything into AWS. And also, we're basically using a makefile to kind of simplify the compilation process for us. You can see there's a build local target, which lets us build that HTTP specific image or binary rather, and there's a build lambda target that actually lets us that makes sure to cross compile the Go code for Linux. You'd also have to specify AMD64 if the computer that you're running this on isn't AMD64 architecture. And it zips it up and gets it all ready to be deployed. So, this is nice, but is there a way we can be a bit better? Because right now we're still, AWS specific. We've cleaned up a lot of the code, but we can certainly improve our abstractions a little bit. And basically, a lot of this comes down to taking advantage of prior art. And what I mean by that is take advantage of the fact that there's already libraries out there that do abstract, some of these commonalities between different backends. In our case, we're going to talk about the Google Cloud Development Kit. And what that's going to let us do, or what it is to start with, the Google Cloud Development Kit is basically a library, or rather a set of libraries that's built by Google, presumably to make it as easy as possible to switch to their cloud if you want to. However, it does actually let you use different types of data stores if you're talking about blob storage. It has several abstractions for for things like queues or in-memory stores, and it's a very nice library that makes it easy to have some fairly portable code. Now, there are some drawbacks in that it can obviously, their common interfaces can't expose everything that the native AWS or GCP or Azure implementations of some of these things do. However, they do give you an as operator to basically get the types, get the AWS specific or Google specific types back, so you can do those operations if you need to. But that being said, there's already a blob library that's specifically for blob data storage, and this library already contains methods that are, in fact, kind of like the ones that we previously had for get, set, and delete. It basically already has a delete method, and that you can create a new reader or new writer for a certain file. And by doing this, we actually get to basically delete all of our previous store code, and all our server has to know now is that it's going to have Google Cloud Development Kit blob bucket blob bucket client, and that's all it has to interact with. So now we can update our unit test so that we can basically optionally either use file blob storage, just stored in on our local machine. As you can see here, we just it opens the bucket, you give it some directory, and then we can just instantiate our server agnostically, just saying here use this store. And then we can also update our local binary actually to now, if we want to, not only run locally, but run so we can serve our HTTP locally, but we can either use local in-memory or file-based storage, or we can use our S3 backend if we want to exercise some more of our path as we're testing things out. So one interesting thing about this is even though we deleted all of our previous storage code, by bringing in the Google Cloud Development Kit, now we can actually support Google Cloud functions as well, not only AWS Lambda functions. And this is great. However, there is a catch, and the catch is that Google Cloud Functions have different entry points than AWS Lambda. AWS Lambda expects your handler to be to fit certain different types of interfaces
accepting that JSON encodable object like we talked about, and expects all of this to be in package main. On the other hand, the way that Google Cloud Functions work is that they actually have their own main, and they are they're treating your code as a library. So because of that, what you actually have to do is you have to have your code in a non-main package, and you have to basically expose a very specific signature. The upside is that the signature at least is standard Go. However, the fact that it's not coming in through main means that we can no longer structure our code the same way. That being said, we can kind of get around this using a little makefile trickery, and we can basically actually, we can actually grab all the files that we need to and move them into the right package structure, and then once we have that, we can upload it to Google Cloud Platform, and it will work. And as you can see here, once again, I'm using HTTPy to basically run tests from my local machine. Like using the Pulumi stack code here is all it's doing is getting the name of the invocation URL for my specific function, and we can run this and test locally from our machine, or even give it to our users to use. So now we basically were able to, now we could deploy locally, we can deploy to AWS Lambda, and we can deploy to Google Cloud Functions with less code than we had in the previous phase. So that's great. Again, there are some places where, depending on what your project needs, these kind of abstractions may not always work. But I would say that there's quite a bit of functionality within the Google Cloud Development Kit or other abstraction libraries. And in general, I would encourage you to try to think about how you can abstract your code, whether it's using adapter patterns or using libraries like this to help you be flexible where you can be. There's always going to be situations in which you need very, very specific functionality from a specific type of database or a specific cloud provider. And in those cases, you may not be able to get that kind of abstraction. But if you can, it can make you a lot more flexible with your testing strategy or deployment strategy. So all this being said, do we have any other options? Are there any other ways that we could go about achieving the same end goal? Well, there actually are. We've our code's already pretty good. It's flexible and all those things, but we can actually consider basically the options that we get from build tags, which is usually a cross compilation tactic that gets used more often than not when building kind of the either embedded code for embedded systems or very different architectures. You'll see it a lot through the standard library when the underlying functions for say an HTTP or something like that have to work a little bit differently. And what build tags are is basically a line that goes to the top of a Go file above your package declaration, and you're basically giving it one or more tags in order to say when you're cross-compiling for this tag, include this file. And so in this example, this is again from our code. You'll see that we're specifically saying build AWS. So that means that this file will not be included during compilation if we're not specifying build AWS. And actually going back, we can see here that the compilation command in our makefile is saying go build -tags AWS. So, and this is, I wouldn't say that this is any better or worse than our previous solution of using the different CMD directories in order to get a build. But this does have some advantages, and the advantages are that you get to basically reuse a bit more code in main. Obviously, previously,
both our entry points had to like instantiate our server, like instantiate a server, read environment variables in order to configure the server, initialize it, and we can actually now keep all that in common in the same main, and we can actually use different serve files, so serve underscore AWS, serve underscore local, or serve underscore HTTP, and we can use those files to basically change what specifically we do in that scenario. But again, it's no better or worse. It's just a different strategy that you can take. So anyways, to recap, when we started off, we basically were writing code that was slightly decoupled from API Gateway, but it was not hard to deploy, but it took a while to deploy, and that's a process that can get onerous and get tiresome if you're deploying a lot or iterating on your code a lot. So then from there we moved to to more idiomatic like package structure. We started using the AWS Lambda Go proxy code that let us basically abstract away the translation for between an AWS proxy Lambda request and HTTP request. And we also basically got all of our shared code, so the part, the business logic, the database logic, all that stuff. It's in separate shared packages. And what we did then is we used like those different CMD targets to compile different binaries. From there, we mixed in the Go Cloud Development Kit, and we basically got even more flexible, and we got to delete some of our own code that we already had. Basically, we got to delete our own adapters, and that gave us the ability to deploy to even more different cloud providers. And finally, we looked at build tags, and the build tags again were basically taking advantage of the tool chain, the native Go tool chain, building different binaries, like leveraging tags. And overall, again, what I want to emphasize from this talk is that there's, serverless is really powerful. It gives us a lot of flexibility, but because it is a bit of a non-native solution, we definitely want to find ways to make the process of building, deploying, testing be as easy and seamless to the developer as possible. Anyways, thank you all for coming, and I look forward to answering your questions. Thank you. Okay, Steven, thank you very much for the really interesting talk. And it's time for questions. We have at least question right now in the chat, and this is what kind of developer setup you are using to start on the local machine? SAM local, whatever SAM means, or other approach? Yeah, so SAM is a technology that AWS has in order to. It's like a server application model. It's a very easy way to get started, like deploying, services into like a serverless stack into AWS. So what I actually used is basically like if you go look at the code, which I think was linked at the beginning of the talk, but it's under github.com/sbogach/going serverless. You'll actually see that what I'm using is some infrastructure as code tools called like Pulumi, but then that's in terms of deploying all of the API gateway, Lambda, basically all of the AWS infrastructure. But in terms of locally, actually, when I originally wrote all this code, and that gave me the idea for the talk, was actually before SAM local even existed. So the local deployment is basically just hosting an HTTP server on an open port and like saving like everything either to disk or to memory, depending on which part of the talk we're talking about. So hopefully that answers the question.
Yes, thank you. Looks like you did. Another question is, do we have any other popular real cloud solution, serverless solution, other than Lambda and Google Cloud Functions? Yeah, so Azure Functions are also pretty well developed. And I wanted to expand the talk to include Azure, but it was going to take just a little bit too long, because one of the the same way that Google Cloud Functions and AWS Lambdas have different code entry points. The same thing happens with Azure, where basically the way that you actually have to run Azure is effectively having it's almost like having a headless server constantly running, and then that real entry point is it's a shim that's going to be calling your headless server. So it's once again just a little bit different from the other two options, but it also works well. Okay. So for the tests, you are using S3 compatible, S3 replacement backed by a local directory. Is it easy enough to use the same technique for Google Cloud and Azure functions? Yeah, I didn't get the chance to test it for Azure functions, but I think it should be equally as easy. And there's two adapters I use. There's the one I wrote myself, and I think it's in section 2 of the talk. And then there's also the one provided by the Google Cloud Development Kit. And the Google Cloud Development Kit one, if you go check out that project, you'll see that the options that they give you are really quite thorough. And there's also an option to basically typecast the adapter at again as the original blob storage. So if for some reason you needed a very S3 specific operation, you have a way of breaking out of the abstraction, doing the S3 specific code call that you need to make, and then going back to using the abstraction. Thank you. Another question from the audience: how would the tracing requests and collecting metrics will be different in cloud? That's a really good question. So there's, so actually in the context of AWS, they just came out with this notion of Lambda extensions, which is effectively also it's a layer outside. It's a layer outside of the running binary. So that can be a really good place to put in your instrumentation. But in terms of having a consistent method across either Google Cloud Functions or alternatively AWS Lambda, what you can do is actually use Open Census, and you can use both AWS's X-Ray and Google Cloud natively supports Open Census, and you can do that you can instrument your code with that, your actual server, to basically make sure you're passing through the context, and propagating the request ID through the code. Yeah, makes sense. Okay, my personal question. To be honest, would you recommend serverless for pet project? For a pet project, actually, yes. I mean, I've done it for several tests. I've actually for several personal small projects, and I've spent. I don't think my bill has ever been greater than $1 US a month. So it's really cheap, which is really nice. Yeah. Yeah. Okay. Continue, please. Oh yeah, no. What I was gonna say is that also it's. So at one point I did the math, and you would need to be serving at least if you have it configured to use, I think 512 or 1 gigabyte of memory, on AWS Lambda,
it would take 200 requests per second before it's cheaper to have like the smallest server type that you can get. Like, so basically until you're getting 200 requests per second, and 200 requests per second is a decent amount of use. So for a lot of small projects, it's really cost effective. So it looks like it is straight math you can do for your project and realize what will be cheaper and what will, and no other differences, right? It's what I've got from your talk. You can write serverless pretty easy. Yeah, it's, and the biggest difference is making sure you have like a useful abstraction layer, because there are, like, especially in the case of AWS Lambda, there are those like AWS specific types. And again, ideally you don't want to be writing Go with types that you're not usually familiar with, right? So like and that translation is actually pretty easy, right? Like we talk about in the beginning of the talk, it's not too hard. And I think if you take the time to make sure you have that translation, it actually makes the process of writing like your serverless code basically as easy as it is to write normal code. Okay. Thank you very much. We have no more questions in text, but probably, and I hope, somebody are waiting for you in special chat. Could you please visit special chat, check if anybody is hiding there in the ambush? Thank you. Thank you. Pas. Так, коллеги, наша сегодняшняя программа завершена. Это был последний доклад. Вы должны выразить благодарность нашему генеральному спонсору компании Юла, который представляет собой сервис объявлений, входящий в состав Mail.ru Group и обслуживаемый сотни серверов в нескольких дата-центрах. Еще мы должны сказать спасибо нашим партнерам, компании Ламода, компании МТС, компании Озон, сети Мобил, Авито и Флант. Завтра. Что будет завтра? Завтра мы начнем в 10 утра докладом Вадима Кулебабы о разработке базы данных на Go. Вообще эта тема-то горячая, и у нас есть Uber, который жаловался, что у него плохо получилось разработать базу данных на Go. У нас есть Discord, который просто ушел на Rust, потому что на Go у них не получилось. И есть Вадим Кулебаба, который работает в Mail.ru Group, и у которого все получилось. Это не база данных общего назначения, но, тем не менее, это очень интересное техническое решение. Рекомендую вам послушать. Это важно. Вот. Авито расскажет нам в 11 часов о создании микросервиса на PaaS. Эмиль Шарифуллин расскажет нам про генерацию кода в Go, про удобную генерацию кода в Go. Вообще мы бы хотели использовать кодогенерацию, раз у нас других-то средств обобщенного программирования нет, но не пользуемся ей, потому что она такая тугая немножко, это правда. Вот. Так вот, Эмиль Шарифуллин думает, что это не совсем так, что можно пользоваться ей удобно. Вот. Владислав Сидорин расскажет нам, как они сделали поиск вакансий на Go. Это интересная с практической точки зрения тема, потому что поиск вакансий – это не поиск в мапе. Поиск вакансий – это довольно сложная вычислительная задача об вычислении пересечения множеств. И послушайте. И завершится завтрашний день в 11:30 у нас будет круглый стол
с некоторым количеством участников, здешних питерских участников, о трудностях найма Go-разработчиков. Как вы, может быть, знаете, я недавно об этих трудностях написал статью, вызвавшую некоторый резонанс на Хабре. Я буду выступать по мотивам этой статьи, но у меня будет оппонент Виталий Левченко, который одновременно будет модерировать нашу дискуссию. Виталий знает, как нанимать Go-программистов и что с этим делать. Ну и другие участники дискуссии тоже добавят свой вклад. Коллеги, спасибо. До завтра. Увидимся в 10 утра. Да, завтра трансляцию ведет Алексей Акулович. Спасибо.